Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас рад видеть на своем канале. И по традиции хочу в который раз уже напомнить, что мы с вами разбираем колоду, которую выпустила компания Los Scarabeo. Колода одновременно посвящена Гюставу де Рей, так можно выразиться. Почему? Потому что использованы, в общем-то, его гравюры. С одной стороны посвящена, с другой стороны они просто заимствованы для того, чтобы отобразить тот или иной смысл карты. И мы с вами разобрали уже 25 карт, и пока мы с вами убеждались в том, что значение карты, оно в общем и целом, чуть ли не до каких-то мельчайших деталей соответствует. Во всяком случае, нет каких-то явных противоречий. И картами из классической колоды Райдера-Уэйта, которую я чаще всего как раз, не то что чаще всего, а постоянно использовал в виде как некой классической колоды, классического образца, с которым мы сравнивали каждую карту на каждом занятии, на каждом уроке. И сегодня мы с вами набрались, как мне кажется, к завершающей лекции из цикла Библии, потому что следующие разборы, они будут уже связаны с другими книгами. Я еще пока до конца не решил, к какой книге мы приступим и что это все-таки будет. Будет это Джон Мильтон «Потерянный рай» или будет это Данте, или может быть это будет Гаргантюа и Пантагрель Рабле. Точно не знаю, какая из книг, потому что, скажем так, я к ним готов, к этим выпускам поверхностно. Я знаю, о чем суть книг, о чем суть романов, повествований. Но, как показала практика, каждый раз, когда я готовлюсь к какому-то занятию, и хотя я знаю, например, историю о Моисее, о Соломоне, но открывается так много данных, открывается так много информации, что сейчас вот так вот быть таким уверенным и заявить, сказать о том, что все, сходу можно выпускать следующую лекцию, я такое точно не скажу. Поэтому пока еще не знаю. Ну, в общем-то, время покажет, и я думаю, что вы не разочаруетесь относительно того, будет это все-таки, какая из этих перечисленных книг, что я назвал, будет на следующем занятии. А сегодня у нас несколько необычная карта. Почему необычно? Потому что это первый туз, который нам попадается из всей колоды Гюстава де Рей. И так получается, что это туз мечей. Вот так вот выглядит карта из колоды Гюстава де Рей, и вот так вот она выглядит классическая. Ну, давайте мы сразу с вами переместимся в наш сегодняшний урок. И посмотрим, как же у нас выглядит в общем объеме вся гравюра. Здесь мы видим, что на гравюре изображен не только ангел с мечом в руках, но также и как минимум мы видим два персонажа, которые не то на лошадях, не то на ослах, так по гравюре пока еще не скажешь, предстоят перед этим самым ангелом. И он явно так на одного из них указывает этим самым мечом, преграждая ему путь. В общем-то, все вам уже рассказал. Составители Los Scarabeo сделали главным персонажем здесь именно ангела и поместили этого ангела, в карту туз мечей. Да, здесь с другой стороны есть персонаж, который принимает в этом самое непосредственное участие, но я считаю, что такое было разделение правильно, потому что в противном случае это уже не был бы туз мечей, а тут как раз само по себе вот это вот силовое воздействие, предупреждение, информация в общем и целом, как некий такой знак свыше, он все-таки воспринимается больше как божественная суть, как тот же ангел Господин, как нечто, выходящее за пределы обычного человеческого понимания, того, что можно просто потрогать, или то, что может произвести сам человек. Поэтому очень было с этой точки зрения правильно расположить здесь именно ангела. Я сделал такой небольшой, не то девиз, не то лозунг, не то суть того, что будем мы сегодня с вами разбирать. Туз мечей, если слов недостаточно, то будут действия. И урок, в общем-то, будет построен у нас достаточно классически. Мы посмотрим с вами, почитаем отрывок из Библии, который относится у нас к данной гравюре. Посмотрим также на классическое прочтение этой карты авторами различных изданий. Параллельно же будем, естественно, сопоставлять это с теми данными, которые нам уже известны. Потом посмотрим с вами, какой зодиакальный дом сюда можно вписать, хотя несколько это трудновато, потому что это туз, да. И что, есть немножко у нас искусства, и посмотрим, естественно, соответствие в плане
какие-то ключевые слова, как они могут отыгрываться в той или иной из 4 известных нам с вами сфер. А стоит также сказать, что было бы, конечно, в идеале, если бы у нас был какой-то последовательный разбор карт, чтобы тузы у нас в числе придворных карт начинались первые, и мы бы тогда и начали как некий такой ознакомительный урок, как повествование, как вводный урок в целом во всю масть. Но у нас нечто подобное уже случилось с вами, когда мы разбирали короля жезлов, и там буквально поверхностно я затронул такую как бы предысторию, да, почему 4 стихии, как они возникли, что каждая из них обозначает. И иногда в каких-то лекциях я мог об этом также напоминать, снова-таки отсылая в большей степени к этому самому королю жезлов. Стоит сказать, что имеет смысл посмотреть, если так вдруг случилось, что вы не видели, хотя я в этом сомневаюсь, это было бы удивительно, стоит посмотреть лекцию пана Романа, где он как раз и рассматривает в достаточно такой длительной и основательной 2-часовой лекции все 4 туза, все масти, вводный урок, в общем-то, я бы, наверное, как-то по-другому и не сказал. Ну и нет смысла, потому что здесь не будет у нас 4 туза, здесь только один. Стоит, может быть, только напомнить о том, что у нас в целом все карты глобально разделяют их на старших и младших арканов, но младшие арканы также можно еще разделить на числовые арканы, на придворные карты и на те самые тузы. Они как бы немножко особнячком стоят. И опираясь не на собственное мнение, а на в большей степени практику тарологов и, например, на Мэри Грир, одну из известных тарологов и авторов множества книг. В общем, каждая из этих частей колоды, они отвечают за разные вопросы. Если мы говорим о старших арканах, то они в большей степени отвечают на вопрос «почему?». Почему это происходит? Понятное дело, что ситуативно каждый из арканов может обозначать и конкретного человека, особенно если это рассматривать его оракульно. Тузы, давайте тузы напоследок, числовые арканы у нас отвечают на вопрос что происходит. Придворные карты отвечают на вопрос кто делает то или иное какое-то действие или участвует в какой-то сценке. А тузы отвечают на вопрос где, то есть в какой это происходит сфере. И понятное дело, что жезлы – это у нас огонь, кубки, чаши – это у нас вода, пентакли – это у нас стихия земли, нечто материальное ощутимое, а мечи, в общем-то, это у нас стихия воздуха. И это у нас на вопрос, где это происходит у нас в стихии воздуха. Это происходит в сфере знаний, это происходит в сфере силового воздействия, это происходит в сфере самопознания, саморазвития. То есть вот так, если мы в раскладе, в принципе, есть ряд раскладов, которые так прямо и дифференцируют вопрос, где можно конкретно посмотреть, кто это сделал, что сделал и в какой сферы это коснулось. Некая такая диагностика, и многие тарологи, я в том числе принял эту практику, разделяю карты, если мне так требуется, и, соответственно, вот прям четко можно определить. Но это уже больше касается таких практических каких-то моментов. Давайте с вами тогда почитаем тот отрывок из Библии, который у нас касается сегодняшнего туза. И хотя здесь изображен ангел Господень, но мы понимаем, что он с кем-то взаимодействует. Что-то все-таки происходит на этой карте, на этой сцене. Давайте выясним, что. Я дойду до той сцены, которая касается нас непосредственно, точнее до того описания, которое касается непосредственно нашего события. А уже, скажем так, на послесловие оставлю остальную информацию, которую мы обсудим с вами в конец, как некий такой, может быть, факультативный разбор, уже конкретно персоны, которая у нас фигурирует напротив ангела. Стоит также сказать, прежде чем читать отрывок из Библии, о том, что это происходит у нас времена. Если вы смотрите лекции по порядку, то вы обращали внимание на то, что у нас были времена, когда израильтяне находились в египетском рабстве. В общем-то, это была первая лекция, с которой, почти первая. Первый разбор был карта Маг, с которой мы начинали наши лекции, и там шла речь о том, что в виде этого мага выступал пророк Моисей, который выводил, точнее, Господь через Моисея выводил израильтян из египетского рабства. Затем, ввиду своих прегрешений, своей строптивости, непокорности, неверия, они 40 лет скитались по пустыне. В 4 жезлов мы с вами видели, когда люди пришли к земле обетованной, и они увидели ту самую землю, где течет молоко и мед. Вспоминайте тех 2 людей, которые с трудом несли одну гроздь винограда, по-настоящему была очень плодородная земля.
Но не суждено было им также, ввиду их поведения, сразу же попасть в землю обетованную, пришлось снова-таки проходить урок. Снова приходилось учиться, снова приходилось ломать через колено этот народ для того, чтобы воспитать его. Так вот, мы сейчас с вами как раз попадаем во времена, помните, еще были времена судей, это уже когда они были в земле обетованной, потом были времена царей после судей, а сейчас мы с вами находимся в том промежуточном этапе, когда мы еще такой этап не затрагивали, когда израильтяне вышли из египетского рабства. Они уже 40 лет походили по пустыне, они уже видели землю обетованную, и сейчас, по-моему, они уже видели, либо вот следующий будет этап. И сейчас у них происходит как раз процесс завоевания одного народа за другим. Но случается так, что они завоевывают его, в принципе, согласно библейскому повествованию, не специально, они хотят просто пройти по этой земле, но народы, которые находятся рядом, они им противятся. И вот они приходят к моавитянам, доходит, в общем-то, до них очередь, до моавитян, и царь Моавитский, видя, что это народ, который ни перед чем не останавливается, видя, что этот народ кем-то ведомый, что он, в общем-то, с одной стороны, многочисленный, да, но не настолько он уж и велик, чтобы не победить его по сравнению с теми народами, которые вели оседлый образ жизни. На секундочку, они вышли из египетского рабства, и царь Моавитский об этом знает, мы сейчас это прочтем. Он об этом знает, то есть слава и слух об этом народе уже дошла, как бы идет впереди самих этих людей. И для того, чтобы предотвратить возможное завоевание своей земли моавитской, он пытается нанять некого человека, который в Библии назван пророком, но также он является прорицателем, гадателем, волхвом, ну, одним словом, пророком. Просто, чтобы не было у нас некого такого самого недоразумения, пророками в Библии в том числе назывались люди разные. Не только те пророки, которые издревле для нас это слово звучит как пророк Господа, да, который изрекает его волю и служит ему. Но пророки также параллельно с пророками Создателя были и те, которые служили другим богам, извещали их волю. Вспоминайте на секундочку те все сцены, когда Аарон, это брат Моисея, и Моисей приходили, показывая разные чудеса, дабы убедить фараона, убедить египтян, убедить, в конце концов, самих неверующих израильтян в том, что они не сами по себе пришли, не от себя, но ими руководит Господь. И они совершали какие-то чудеса. И эти же чудеса за ними повторяли кто? Жрецы фараона. То есть также они обладали какой-то силой магической. Вспомнить ситуацию с пророком Даниилом, когда прям при дворе царском существовали какие-то жрецы, прорицатели, гадатели, которые тайноведцы, которые также должны были разгадывать сны, которые должны были их толковать, которые должны были что-то предсказать и так далее и тому подобное. И очень часто Даниил также им противопоставлялся. В начале своей, условно говоря, карьеры, когда он только восходил и только его начал замечать различные цари, то Навуходоносор, потом Валтасар, потом Дарий, Кир, разные. В общем, чтобы вы понимали, пророки, имеется в виду в Библии, когда мы о них читаем, они могут поклоняться разным богам, служить разным богам. Вот у нас как раз сегодняшний персонаж один из таких. Стоит также, прежде чем и читать, сказать о том, что параллельно вот сейчас в это время израильтяне вышли из египетского рабства, прошли уже 40 лет в пустыне, родилось новое поколение, они сейчас на пути в землю обетованную, они еще туда не вошли, да, это еще событие, получается, у нас до 4 жезлов тогда. И одновременно есть пророк, помните, великий человек, ну, с точки зрения человеческого понимания. Понятное дело, что, в общем-то, его сила, она ничего не стоила без Создателя. Но для обычных людей это был великий человек, который поднимался на гору Синай, который оттуда спустился, снеся скрижали Господа, который светился, потому что он так напитался духом Господа. Человек, который справедливо судил народ, помните, длинная вереница очереди выстраивалась. То есть это тоже пророк, который изрекал волю Господа. И сколько раз, когда израильтяне снова поступали плохо и переставали ходить по путям Создателя, и Господь их наказывал, они тогда в мольбах своих приползали на коленях, и у кого они просили? Не напрямую у Господа, но они обращались к Моисею, чтобы он помолился и решил вопрос перед лицом Господа, дабы они не умирали.
Поэтому параллельно в нашем повествовании, хотя мы будем читать сейчас об одном из них, но существует два пророка. Один пророк, который вот прям начальствует над Израилем, а с другой стороны некий другой пророк. В общем, давайте читать. Предысторию рассказал. И, значит, вот этот самый царь Моавитский, слыша все это происходящее, вот он начинает суетиться и предпринимать определенные действия. Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. То есть прям вот, кто немножко знаком уже с этими названиями, Иордан, Иерихон, то он понимает, что это те географические места, которые в дальнейшем очень плотно и тесно у нас ассоциируются с еврейским народом, с Новым Заветом, и которые спустя тысячи лет стали уже ассоциироваться, в общем-то, с евреями. А тут оказывается, что нет, что вот они остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. «И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль амореям. И весьма боялись моавитяне народа этого, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму». Немножко, конечно, будем путаться в этих именах. Значит, есть Валак, это царь Моавитский. Есть Валаам, это у нас... Кто он у нас? Значит, послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня», то есть возле меня. «Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». И вот у нас вырисовывается Валак. Это человек, который обладает определенными способностями, силой, умением, даром, называйте как хотите. К нему отправляет послов царь, значит, его сила, его умения, его таланты, они настолько известны и правдивы, что царь видит в этом единственный выход – проклясть этот народ, чтобы он потом его мог поразить мечом. Ибо он считает и видит объективно, что против него силой обычно не попрешь. То есть надо сломать его путем духовным, если хотите, то есть поразить его вот с точки зрения как раз уже не физического тела, а тонкого ментального и астрального тела, да, вот так вот, с точки зрения души и сознания, ментальности. «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы». То есть он им отправляет дары, подарки и отправляет ему старейшин следующими словами. Они ему все это пересказали, что надо проклясть и т.д. и т.п. А он им говорит, в свою очередь, Валаам: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сепфоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ними и выгнать его». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа этого, ибо он благословен». Затем встает Валаам поутру, передает все слова, которые сказал Господь, и они уходят. Но царь по имени Валак, он на этом не успокаивается. Он отправляет новую делегацию с еще большими обещаниями даров. «И пришли они к Валааму снова и сказали: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь. Приди и прокляни народ этот».
И Валаам отвечает рабам Валаковым: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Отказывается, ссылаясь на те слова, которые от Господа получил ранее. Впрочем, он говорит: «Останьтесь здесь и на эту ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И приходит Бог к Валааму ночью и говорит ему: «Если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встает поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И что происходит далее? «Воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослицу с дороги и пошла на поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и он стал бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже 3-й раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня был в руке меч, то я тут же бы убил тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала и до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И в этот момент открывает Господь глаза Валаама, и он увидел ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За то, что ты бил ослицу твою», просто вопрос: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел тебе воспрепятствовать, потому что путь твой не прав передо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми этими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Вот, в принципе, мы дочитали до этой сцены, что происходит, и вы поняли теперь в целом всю суть происходящего и понимаете, кто находится на этой самой ослице и почему здесь ангел, и все, что предшествовало изображенному на гравюре. Получается так, что существует некий пророк, великий человек, пока он еще пророком не назван, по-моему, который способен как проклясть, так и благословить. И настолько велико его могущество, что царь Моавитский посылает за ним дважды, дабы он выполнил то самое проклятие. В первый раз, точнее в оба раза он обращается не кому-нибудь, не какому там Ваалу или божеству, а обращается непосредственно к Господу. Мало того, Господь, судя по всему, приходит к нему во сне ночью, потому что он просит переночевать эту делегацию, приходит к ночью у них состоится диалог, в том смысле, что он получает информацию от Создателя, от Бога, от Господа, и затем он не столько руководствуется своими интересами и принимает самостоятельное решение, сколько просто ретранслирует и передает волю Господа. Единственный момент, об этом мы, может, поговорим в конце, как некий такой факультативный разбор, не совсем понятно, почему в Библии все выглядит так, как будто бы сам Господь переменил свое мнение. Вначале говорит «иди», а потом посылает ангела, который становится посреди дороги, угрожая ему мечом, он его не видит, ослица видит, и случается вся эта неприятная история с бедным животным, которое он чуть не убил. Вот.
дочитали мы до этой сцены, в принципе, у нас сложилось некое такое мнение относительно того, что же у нас может скрываться за этим самым тузом мечей. То есть давайте так пока без того, чтобы читать дальше о том, как будет поступать Валаам, к чему это все приведет для моавитян, для израильтян, для самого Валаама. А пока мы сакцентируем внимание на происходящей сцене, на том, как возникает какое-то явное предупреждение. Вот как я сейчас еще раз зачитаю вот этот некий девиз. Если слов недостаточно, то будут действия. Можно даже вспомнить слова ангела. Он сказал, что если бы ослица не остановилась, а ты пошел дальше, то я убил бы тебя мечом, а ослицу бы оставил в живых. Если опустить момент насчет того, что Господь переменил свое мнение, а как если бы Валаам самостоятельно ослушался и все-таки пошел во второй раз с этими старейшинами моавитскими, то похоже, что это выглядело так. Я тебе в первый раз сказал, да, тебе сказал, как поступать. То есть было какое-то словесное предупреждение, да, было. Ты его слушался, то второй раз, в общем-то, будут какие-то действия. Тогда уже появляется ангел, и этот самый ангел, он мог бы его и покарать. Но неисповедимы пути Господа, и не так все просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Что-то, может быть, даже фрагментарно могло быть утеряно. Но даже то, что у нас есть, то, что осталось, будет достаточно для того, чтобы в этой ситуации разобраться в дальнейшем. Пока же мы с вами видим именно такое силовое воздействие, информационно-силовое. Все предыдущие карты, которые у нас касались мечей, это у нас был и король, и королева, и паж. Мы с вами очень много говорили о том, что мечи, они несут информацию, они также несут прямые действия, силовое воздействие. И сословие, каста мечей, рыцарь имеется в виду, которая в свое время возникла, она как раз и занималась тем, что необходимо было изучать военное дело. То есть одновременно ты должен был правильно держать оружие в руках, но и обладать также каким-то аналитическим умом, способностью проанализировать ситуацию, причем быстро проанализировать и принять одномоментно верное решение. Невозможно на поле боя сделать, в общем-то, права на ошибки не бывает, да? То есть или ты, или тебя. Соответственно, мыслительный аппарат должен работать быстро, и вестибулярный также быстро. То есть ты должен и быстро соображать, и быстро действовать. Но именно в такой очередности. Вначале думаем, потом делаем. Только в перевернутые карты, в общем-то, работают наоборот, когда действия могут опережать мысли. Поэтому предлагаю сейчас вот на этом остановиться и перейти к разбору в таком классическом исполнении, как у нас выглядит туз, что там скрыто, что там спрятано, и параллельно будем искать соответствие. Итак, по тузу мечей. Изначально и по прямому смыслу меч – это карта военного потенциала. Это достаточное количество сил для энергичных начинаний, огромная решимость действовать. Это ситуация, когда сам человек для себя многое прояснил и знает теперь, что хочет делать дальше. Туз мечей никогда не говорит о слабости чего-либо и в раскладе может четко указывать на эскалацию силы в данном процессе. Стоит сказать, может быть, в двух словах буквально, что все тузы, в том числе и туз мечей, он говорит, поскольку это некая такая отдельная, не то чтобы стихия, отдельная часть карт, которая отвечает на вопрос «где?», она в целом указывает на сферу, она в целом говорит о том, в разрезе чего это будет происходить, в какой сфере это будет происходить. И это может также указывать на шанс потенциальный, на какие-то действия потенциальные, то, что скрыто именно в этой стихии, то, за что отвечают мечи, за что отвечает воздух, за что отвечает знание, либо какое-то прямое силовое воздействие. Хотя здесь у нас на карте изображен ангел, но это и хорошо, что ангел, как я уже сказал, а не просто человек. Он тогда и воспринимается как тот самый туз жезлов, туз мечей, как если бы это был меч в воздухе сам по себе, как у нас на классической карте изображена та самая рука, возникающая из облака, как явный намек на проведение высших сил, на судьбу, на карму, на дхарму, на Господа, на Создателя, который предоставляет какой-то шанс или, может быть, предоставляет какое-то наказание. В данном случае
у нас это пока все похоже на шанс. Да? Человек остался в живых, ему дается какое-то конкретное дальше указание, как действовать. Это все-таки больше выглядит как шанс. Пройти предстоящий путь несколько по-другому, чем если бы он мог быть просто поражен этим мечом. Речь может идти об установлении границ, подведении черты под чем-то. Туз мечей – это часто какое-то довольно жесткое решение, принимаемое с позиции силы, воли и разума, вопреки сантиментам. В общем-то, ангел здесь так и действует. Да? Вот решительно, с позиции силы, решение жесткое, отбрасываются какие-то там сантименты, но мы о них еще поговорим позже, какие тут соблазны присутствуют. Пока вроде похоже, что Валаам от них отказывается. В раскладе может означать приобретение ясности в чем-то, будь то решение сложной задачи, выяснение отношений с партнером или преодоление сомнений. Появилась у нас ясность. Что такое неясная ситуация? Неясная ситуация у нас была до тех пор, с ослицей в частности, да, и путь какой-то был такой мутный и непонятный у Валаама, до тех пор, пока не появился ангел Господний. Тогда все стало на свои места, тогда появилась ясность и понимание происходящего. А почему же все так вот, да? Почему застопорилась работа, почему ослица остановилась, почему она упала, почему она многократно сворачивала и так далее и тому подобное. Да, это ситуация мистическая, но, в общем-то, и тузы у нас сами по себе, они тоже, и в классическом понимании, они несколько мистические, то есть они просто могут указывать, как я уже говорил, на некий шанс, удачу, провидение, руку Господа. Вот вам, пожалуйста, прояснение ситуации. Туз не столько, кстати, прояснение ситуации, ну понятно, мы же разбираем бытовые значения, это может быть в разных сферах, во всех наших 4, и в карьере, и в взаимоотношениях, и прояснение ситуации вот прямо в голове, тот самый инсайт, который из ниоткуда появляется и приходит, как будто бы мы сами это придумали, да, хотя до этого таких мыслей не было, просто вот щелчок в голове, опа, вот оказывается, да, из этого коллективного бессознательного дернули эту мысль, как будто бы. Туз не столько начало, но и показатель завоеванного. Торжества провозглашенных взглядов и принятых решений. То есть не только может означать начало чего-то, но также и то, что в принципе что-то уже свершилось. То есть как финал некой ситуации, как торжество, как поднятый меч, знак того, что путь пройден, можно отпраздновать победу или зафиксировать как данность того, что что-то уже произошло. То есть что-то уже, вопрос какой-то решен. Не потенциально, то есть как бы дано слово, да, а он уже и решен буквально. То есть тут два значения, да, вот таких глобальных. Это и слово сказанное, и действие сделанное. И одно, и второе уже может быть завершенным. Как и через туз жезлов, через туз мечей может идти инициация, то есть подключение к чему-то новому. Почему? Потому что и масть огня, и масть мечей – это у нас обе стихии активные, подвижные. Это у нас энергия янь, мужская энергия, в отличие от земли и воды, где это женская энергия инь. Я не в одной лекции уже говорил о том, что кубки и земля, они действуют инертно, то есть что-то должно произойти, что заставит их действовать. То есть что-то случилось, потом они действуют. А жезлы и мечи, они действуют, а потом что-то происходит. Да? То есть это какой-то есть внутренний импульс, внутреннее движение. У меча это информация, которая приходит, просто понимание, буквально. Вам поступила информация, и у вас возникает ощущение того, что нужно это сделать, решить проблему, решить задачу. По жезлам несколько иначе, это что-то на уровне гормонов, это такое некое желание возникает внутри у человека, которое движет его как огонь вперед, пожирая перед собой. А вода и земля, как я уже сказал, это что-то происходит, а потом они инертно начинают на это реагировать. Булькнул что-то камень в воду, расходятся круги. Не знаю, там тот же камень, давайте я уже сказал, упал на землю, поднялась пыль. Да? То есть вот как-то так оно выглядит. Значит, поэтому и туз мечей у нас, соответственно, одна из самых энергичных и активных карт младших арканов в частности, но и в целом во всей колоде тоже. Если мы говорим о саморазвитии, то есть представим с вами и сейчас поговорим о том, что мы можем вынести
потенциально полезного или на что обратить внимание, дабы избежать из этой карты, из туза мечей в плане нашего саморазвития, в плане прокачки себя. Ну, в первую очередь на уровне духовном и ментальном. Вряд ли, что это бы такая карта выпадала на прокачку нашего тела. Тут скорее бы пентакли должны на это указывать, как на то, из чего мы сделаны, да, из глины, помним, да, из праха, и к которой мы потом вернемся. А вот то, что незримое, то внутри, что у нас находится. Помните, когда мы с вами разбирали королеву мечей, одно из интересных таких значений у нее было, это то, что она рассматривает свое тело с позиции того, что это некий инструмент, с помощью которого можно сформировать вот то, что там у тебя внутри находится. И в королеве, кстати, это очень интересно, потому что у нее там вода, соединенная с воздухом. Вот, поэтому в первую очередь саморазвитие это все-таки, еще раз говорю, ментальное и духовное. Туз мечей соответствует высшему разуму, той силе познания, которая ведет к ясности, непротиворечивости и способности принимать решения. Здесь понятно почему, да, потому что рука, появляющаяся из ниоткуда, рука Создателя, Господа. Здесь ангел Господень – это та же рука. И, может быть, вы обратили внимание, если нет, то я сейчас один раз акцентирую внимание, когда ангел Господень говорит с Валаамом, когда он передает слова Господа, все звучит так, как если бы напрямую Господь говорил. То есть ангел говорит от первого лица. И если мы с вами неоднократно раньше говорили, там в примере с Деврой, судьей, это у нас был паж жезлов, что пророки, они были словом Господа на земле, то есть они изъявляли его волю, они ретранслировали то, что говорил Господь. То ангел, ну понятно, это как высшее создание, они и тем более ретранслируют то, что говорит Господь, не от себя. И поэтому вот эти вот слова, они звучат здесь. Сейчас я хочу быстренько найти. Вот, и ангел ему, и сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мною». Передо мною перед кем? Не перед ангелом, передо мною в смысле перед Господом. И дальше. «Ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя». И везде здесь, в синодальном переводе, во всяком случае, речь идет о том, как если бы это напрямую Господь говорил точнее, ангел говорил напрямую от лица Господа. Да? Вот такая прямая ретрансляция. Представьте, что в какой-то момент так человек отключается, как в состоянии гипноза, и он просто начинает говорить слова, которые как бы ему не принадлежат. Вот нечто подобное происходит у нас как раз в понимании, что туз мечей это соответствует высшему разуму, то есть силе познания, которая ведет, сила, да, познания, сила знания, которая ведет нас к ясности, непротиворечивости, то есть нету 2 вариантов. Во-первых, есть ясность и понимание в видении всей картины в целом. Нет противоречивости, то есть нет чего-то, что диссонирует, что в противовес представлено основной какой-то идее. И способность принимать решения. Как я уже говорил в начале, по мечам это у нас восприятие информации и действие обязательно сообразно с полученной информацией. Самый простой пример, запомните, да, это вот все, что касается у нас. Напрямую видим меч, видим оружие и представляем, что если человек на поле боя, он смотрит своими глазами, он слышит ушами, он в целом воспринимает информацию, которая происходит на поле битвы, и он моментально принимает решение, как отразить удар, в какую сторону ему бежать, нападать и как, в общем-то, действовать. То есть такая, может быть, критическая и очень активная ситуация, но в целом мечи работают именно так. То есть это сила знаний, ясная, непротиворечивая, то есть какая-то однозначная и понятная, то есть просто информация в чистом виде, недвойственная. Это уже в двойке мечей, да, там мы будем говорить о какой-то двойственности. Здесь вот она одна, вот эта вот истина, условно говоря. Информация вы получили, и непременно способность принимать решения здесь также присутствует. Это карта воинского мужества, войны за веру и принципы. Ее девиз – победа или смерть. Еще один важнейший урок туза мечей – это неразрывная связь победы и страдания. В противоположной следующей карте, двойка мечей,
которая символизирует силу сомнения, здесь работа ума осуществляется в наиболее чистой, светлой и освобождающей форме. То есть, как я уже только что говорил, нет никаких противоречий. Все предельно просто, понятно и ясно. Одна мысль, четкая, осознанная, побуждающая к действию и требующая действий. И по этой карте и происходит действие. Они могут быть растянуты в каком-то времени, но если мы говорим о прямой карте, то так оно и будет происходить. Сказал, сделал. Все как, в общем-то, у воинов. Да? Мужик сказал, мужик сделал. Закон, кодекс чести у рыцарей. То есть, если он пообещал, то он сделает. Вспоминайте короля мечей, который вполне мог бы жениться не то чтобы по расчету, а вот просто потому, что он дал слово, он договорился, он сказал. И такие браки могут совершенно напрочь уже быть лишены эмоций, чувств и какой-то искорки внутри, но формально, номинально существовать только на одном лишь сказанном слове того самого короля мечей. Ясность здесь достигается разделением, рассечением ударом меча и проникновением лезвия в плоть. И, как правило, без анестезии. То есть, если мы говорим о саморазвитии по мечу, это, как правило, не очень-то и приятный процесс может быть. Потому что информация, с одной стороны, это вот где информация, где знания, где эмоции. Да? Такие диаметрально противоположные вещи, как вода и воздух. Но в том-то и дело, что мы-то состоим из всех 4 стихий, а информация, попадая в голову, она как меч вонзается в плоть, вонзается в сердце, она разрезает пополам наши принципы, она отсекает или хочет отсечь то, что так к нам больно приросло, с чем мы там сжились с детства, что мы считаем правильным, во что верить, как поступать, кому поклоняться. И много других установок, которые у нас есть, выработаны нами самостоятельно или получены при рождении. Они есть. И когда мы занимаемся саморазвитием, когда мы получаем этот самый меч в чистом виде, он очень больно может резать. Потому и говорится о том, что это карта и воинского мужества, войны за веру и принципы, девиз победа или смерть. Да? Тут других вариантов не дано. Получив какую-то истину, либо она тебя победит, да? Либо ты ее победишь, но останешься с тем, что есть. Ну, по большому счету, все равно, что проиграешь. Потому что познайте истину, и истина сделает вас свободными. А, в общем-то, не познав ее, что значит познать? Не просто прочесть, да? А положить на сердце свое эту истину. Сделать так, чтобы она стала частью твоей жизни. Как, помните, пример из 40 днями, то есть прожить с чем-то 40 дней ежедневно, для того, чтобы внедрить это в виде привычки, которая как вторая натура уже становится. Это больно, это больно. Вспоминайте примеры, если вы хоть раз пытались сесть на диету, начинать бегать по утрам и прочие какие-то лишения, которые вы провели со своим телом, вот это то же самое, только со своей головой и со своей душой. Порой это не менее больно, хотя со стороны может казаться, что ничего не меняется, но внутри у человека просто может быть очень мощная сейчас битва и война от того, что сражаются так иносказательно, да, черное с белыми. Две какие-то реальности. Меч в целом – это важный магический символ. Магический кинжал, ритуальный нож, как символ защиты изображается острием вниз. Вот так, да, острием вниз, как символ защиты. Ну, понятно, если символ нападения, то это и логично. Меч поднятый вверх, то есть ты меч достал из ножен и поднял его вверх. Для чего? Для того, чтобы его опустить на кого-то, да, что-то рассечь. Если меч опущен вниз, то значит ты два варианта. Либо ты с миром пришел, дабы показать просто, что, если что, у меня есть меч в руках. Либо ты убегаешь, тоже не будешь бежать вот так с мечом, потому что можно так трацануться об него и пораниться. Убегаешь, тоже меч опустив вниз. Поэтому меч, опущенный вниз, это как символ защиты. Вспомните, если я сделал заметочку, вспомните, кто смотрел лекцию о высшем суде, и мы потом с вами в разделе искусства разбирали различные картины, гравюры, живопись, где Христос, восседающий на таком символическом земном шаре, у него с одной стороны из уст выходила лилия, а с другой стороны меч обоюдоострый. И на большинстве картин у него меч выходил острием изо рта, а рукояткой со стороны зрителя. И там говорилось о том, что
символику лилии разбирать не будем, меч, да, что слово остро как меч. И то слово, которое разделяет, которое вот этот самый туз мечей, вот можно было бы, если бы у нас эти две лекции были рядом, их можно было бы совместить и как раз и поговорить о том, что этот самый туз мечей, он исходит из уст Христа. Но обратите внимание, что он исходит так, что за эту рукоятку может взяться тот, кто слушает это слово. То есть это как бы меч, предназначенный тебе. И он не несет опасности от Христа. То есть меч, исходящий рукоятью, как если бы Христос его держал, это слово, да, и острие направлял к тебе. То есть это меч, который будет больно ранить, который тебя обличит, который тебя разденет, разрежет и будет отсекать от тебя куски плоти. А меч, направленный к тебе рукоятью, позволяет тебе получить информацию, но и взять этот меч, дабы им воспользоваться. Самобичеванием будешь заниматься, сам будешь отрезать куски плоти от себя. Вот этот меч, который как ритуальный нож, да, вот он изображен как слово, да, Господа, изображен на тех самых картинах. Даже будучи по шею вовлечен в ситуацию, он способен посмотреть на нее со стороны и увидеть ее в истинном свете. Он абсолютно не боится трудных задач, что делает человека такого довольно трудным самого. Это карта внутренней честности, строгости и твердых принципов. Еще раз, да, это мы говорим с вами о саморазвитии. Это внутренняя борьба. Это борьба, которая происходит внутри. И, конечно, такой человек должен быть в первую очередь честен с самим собой, должен быть строгим с самим собой. И принципы должны быть тверды, как сталь, как булатный клинок, как дамасская сталь на этом самом клинке. То есть нечто такое несокрушимое, острое, секущее. Меч, разрезающий что-то пополам, он делает четкую границу до и после. Вот вчера и сегодня, черное и белое. Это очень кардинально и очень больно воспринимается. И мы с вами, когда разбирали все мечи до сих пор, особенно в разрезе взаимоотношений, мечи всегда это больно. Везде, где стыкаются чувства, эмоции и меч, воздух, это всегда больно. А мы все состоим, я уже говорил, состоим из этих самых эмоций и чувств, которые к нам приросли очень плотно. И вот поэтому саморазвитие по мечам происходит болезненно. Но оно дает сразу четкую, ясную картинку. Сразу приходит понимание того, что тебе надо делать. Вот явился ангел Господень и говорит тебе, что надо сделать. Это может очень сильно противоречить твоему самолюбию, твоим принятым решениям до этого. Ты можешь противиться и всячески этого не хотеть. В первую очередь внутри себя, в голове. Но ты тут же стоишь перед выбором. Принять его, этот меч, или не принять, да? Драться или бежать. Туз мечей эзотерически рассматривается как семя силы. Семя, в смысле, да, то, что мы можем посадить. Помните, еще Иисус говорил о том, что в какой-то одной из притч в Новом Завете, что Слово Господа, оно подобно слову, которое попадает в благодатную почву. И оно произрастает, дает свои плоды. Там даже не так. Там шла речь о том, что вот есть разные люди, да, и вот слово одинаково звучит, но в одном случае попадает в плодородную почву, а в другом падает на краю дороги, где истоптанная земля. И там оно, в общем-то, долго не прорастает, и вот там и птицы съедают, и пылью припадает и так далее. То есть вот здесь как раз вот это самое слово, проводя аналогию теперь еще и со словом, исходящим из уст Христа, то есть это слово Господа, слово Божье, так же, как и здесь. Повеление Господа, слово Бога. Оно только не в виде такого приказа, а в виде священного писания, в виде слов пророков, в виде там инсайта какого-то. Это как семя силы и, с одной стороны, как воспринимающая это семя среда. Что такое воспринимающая среда? Это то, как раз и о чем говорил Христос, это почва, в которую это семя попадает. Она может быть либо плодородная, подготовленная к этому семени, либо оно падает как на асфальт, как на сухую землю, и очень долго придется ждать, когда это семя прорастет. Так вот, эта почва – это как раз вот то, что у нас внутри, то, что у нас вот здесь, то, что у нас вот здесь. И это семя, когда падает, вот оно и попадает в такую почву. Семя максимально отдалено от среды, то есть это две разные субстанции, можно так сказать. Семя максимально отдалено от среды. Оно еще не проросло в нее.
это просто некий потенциал, просто возможность. Да? Еще раз говорю, как сеятель, который сеет, вот он, проходя с края дороги, иные семена падают во вспаханную землю, другие падают на дорогу. Пока еще ничего не произошло. Потенциально с этого может быть либо обильный урожай, либо съеденные зерна птицами полевыми. Среда может как разрушить семя, или же семя может активно воздействовать на среду. Это в негативном значении. Ну и либо в позитивном понятно, что семя может дать свои плоды, оно может прорасти, пустить корни и так далее и тому подобное. Тут впору было бы, конечно, найти какую-то гравюру. Она бы не касалась у нас непосредственно нашего урока туза мечей, но средневековые гравюры, где очень часто, я не помню, к сожалению, авторов, которые изображали человека с выступающим каким-то сердцем, либо человека как сердце показывали, либо, в общем, давали всячески понять, что вот у человека есть сердце, и это сердце очень часто пускало корни. И вот оно могло пускать корни, например, в землю, а с другой стороны очень часто символически изображался некий якорь, заброшенный, ведущий от сердца к человеку, ведущий к небесам. То есть якорь заброшен на небо, как бы с одной стороны человек может укорениться в землю, разные гравюры показывали по-разному, а с другой стороны это как бы и зацепка к тому, что типа ты там. В общем, символ корней, символ того, чтобы что-то проросло, пустило корни, оно подразумевает то, что внедряется какая-то привычка, внедряется знание. Так вот, по мечу это также у нас есть потенциально вот это семя силы, которое попадает в почву. А уже от самого семени и от почвы зависит, какие оно даст плоды и даст ли вообще. Карьера. По карьере обычно туз мечей разрушает все иллюзии, то есть ситуация снова таки ясная и понятная, помогая увидеть вещи в их истинном свете и позволяет четко и адекватно оценить ситуацию. Никаких иллюзий, все предельно просто и понятно. И либо это будет хорошо, либо это будет плохо. Зависит от того, как человек воспринимает эту ситуацию. Ну, а карты в раскладе либо соседняя, либо эта карта, исходя из того, как она выпадет, кто пользуется прямыми или перевернутыми, она может уже указать на то... Помните, да, меч обоюдоострый. С одной стороны, он вносит ясность, с другой стороны, может ранить. Также это может говорить о появлении новой идеи, проекта или увлечения, то есть как указание чего-то нового. Прекрасная перспектива для получения более высокой должности, карьерный рост, удовлетворение честолюбия. Понятно, да? То есть получаем какие-то знания, можем даже выбаривать какой-то свой путь с помощью меча или с помощью интеллектуального меча, с помощью знаний, для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Также это может быть в какой-то краткосрочной перспективе, как принятие какого-то вызова. То есть в целом в рабочей ситуации выпадает такая карта, понимаем, что легко не придется. Опять же, исходя из соседних карт, будет понятен какой исход, что этому предшествует, в чем причина, но становится понятно, что это будет какая-то борьба. И, возможно, придется с чем-то, скажем, согласиться, а чего-то добиваться, наоборот. Ну и также это может быть решающий прорыв в каком-то вопросе. Да, снова такие вот. Валаам ехал у нас, является ангел, и вот он ему дальше, мы будем читать, будет говорить, ну мы и так уже прочитали, что ты едь, но будешь говорить то, что я тебе скажу. То есть такое тоже у нас решающий прорыв в каком-то вопросе. Он когда ехал, он еще не знал, что он туда едет, а тут является ангел и конкретно говорит. Обсуждения также могут быть в рабочем коллективе, по ходу которых выясняется суть проблемы. Требуется аналитический подход к делу, четкая аргументация своих идей. То есть все, что касается ясности мысли, все, что и касается у нас ментальности, все, что касается разума, ума, логики, анализа. В общем, где отсутствуют у нас эмоции, чувства как таковые, а присутствуют просто сухие данные, цифры, анализ, статистика. Вот это все потребуется для того, чтобы в виде совета, может быть, такая карта выпасть. Что делать, да? Вот что делать. Анализировать ситуацию, заниматься там сбором данных, прояснением ситуации, рассечением там мечом, отсекание лишнего и так далее. Если мы говорим о финансах, сфера у нас пентаклей, то это, опять же, холодный расчет. То есть деньги любят счет. Спонтанно, я уже много раз говорил, покупки, это все связано с эмоциями.
Не знаю, к счастью или к сожалению, мы так устроены, но большинство покупок, и, кстати, маркетологи это все очень хорошо знают и умело пользуются в рекламе, в том, где разложен товар, как он разложен, какой запах в магазине, какая играет музыка и много других факторов, которые влияют на эмоции, не на разум, не на логику, не на мечи, они влияют на кубки наши, они влияют на наши эмоции, заставляя нас покупать непрактичные вещи, но просто потому, что мы их хотим. Так вот, по мечам речь идет о холодном расчете. Просто представьте, что вы эту вещь не видите, а вам представлены сухие цифры в виде каких-то сравнительных характеристик одной и второй сумочки. И вы на основании этого покупаете вот эту практичную, удобную, недорогую, там, из практичного хорошего материала, долговечную сумочку. Но потом вам открывают коробки, достают две, и вы сами с такой ходите. Это ж бабушкин редикюль какой-то. Мне вот эту, пожалуйста. Угу. Две. Принятие однозначных и окончательных решений в этих вопросах. То есть, так же, вот как сказал, как отрезал по мечу. Вот как ангел Господень. Если речь касается там покупать, не покупать, инвестировать или нет, и во что, и как. То есть любой какой-то момент, который может спрашивать, условно говоря, да, нет, либо подразумевает, какое должно быть принято решение, однозначное решение, окончательное, все, финал, тут как бы никакого двойного прочтения нет, это не двойка, иного мнения здесь не присутствует, вот оно все, ясное, одно. Принятие вызова или намека на то, что путь может быть трудным или потребуются волевые решения и радикальные действия. Это как указание, как индикация того, как может происходить там какая-то, например, сделка финансовая или все, что касается каких-то трат или зарабатывания денег или их сохранения. То есть может как раз идти речь о том, что потребуются волевые решения и радикальные действия. Вот. Также ситуация прояснится, как указание, да, что будет, или как мы узнаем, то есть какой-то в зависимости от вопроса. В целом может говорить о том, что ситуация с финансами прояснится, она станет очевидной, понятной. Явится ангел, то он был скрыт, его только ослица видела, но он теперь вот появился, все, ситуация прояснилась, теперь все понятно. А если в виде совета, то потребуется отключение эмоций на уровне отсекания мечом. То есть вот просто воспринимай информацию. Нравится тебе Валаам или не нравится, что ты там себе надумывал, взял ты уже эти дыры или не взял, появился ангел Господень и четко тебе сказал, что тебе делать. Никаких эмоций, тут никаких но, разночтений, второго мнения. Это был не диалог, не спор, это просто было воспринятие информации в чистом виде. Холодно, несколько даже угрожающе, ангел был с мечом. Все. Никаких разночтений. В отношениях. Стоит ли говорить, что в очередной раз, что мечи – это не самая приятная карта, которая может указывать на то, что в отношениях все хорошо. Зачастую одно из самых лучших, что могут мечи говорить во взаимоотношениях, что какая-то ситуация будет прояснена, что-то станет известным, или что-то, что требует решения какого-то. Но мы с вами прекрасно все знаем, что это порой могут быть необходимые действия, но воспринимаются они очень больно, особенно когда люди не чужие друг другу и когда чувства не остыли. Помните, да, вот «Дорогой, мне надо с тобой серьезно поговорить». Такая вот фраза, она сразу холодом прошибает, казалось бы, ты ее получил вот сюда, через ухо, а она почему-то вот тут отзывается больно, ее защемило. Холод такой прошиб. Дорогой, нужно поговорить. Туз мечей символизирует импульсивную первобытную силу, интенсивные завоевательные эмоции, крайние чувства, связанные с ситуацией или человеком. Видите, да, вот здесь речь идет об эмоциях, хотя мы понимаем, что это по большому счету информация какая-то. То есть это какое-то знание, какое-то понимание, открытие ситуации, ясность. Но мы и на предыдущих лекциях говорили, что меч-то он идет обоюдоострый, и с одной стороны он и проясняет ситуацию, с другой стороны он может больно резать, отсекая что-то. И опять же, меч он проникает в плоть. Он не просто где-то там
по верхам прошелся. Нет, он вонзается. Тут уже зависит от того, насколько твоя плоть подготовлена и насколько меч большой. Это там жабокол какой-то или такой нормальный кортик. Также авторы пишут, что это интенсивные завоевательные эмоции. То есть такая, конечно, больше мужская масть и мужская карта, которая как раз вот и говорит о том, что надо взять силой. Силой здесь имеется в виду в современном нашем мире не буквально, как на первобытные люди, когда парень гонялся за девушкой, она от него убегала, а он ее догонял. Да? Нет, здесь речь идет о том, что это может включиться интеллект, замешанный на чувствах, то есть когда у тебя действия через голову проходят, смешиваются с эмоциями и заставляют это двигаться вперед, рваться в бой, сметать все на своем пути, если того потребуется, может, какие-то конкуренты замаячили, то есть по мечам это происходит более холодно и резко, чем по жезлам, например, по огненным, которые вот они более такие страстные, обжигающие, и ты вроде как и так ожидаешь от огня опасности, а тут сталь такая холодная, а кровь горячая, когда вонзается, так оно течет неприятно. Это не те чувства, которые человек может проявить светски, гармонично, ласково. Тут не будет никакого милого воркования. Это скорее победа над сопротивлением, то есть сломить врага. И вот, кстати, по такому силовому воздействию, если мы сейчас абстрагируемся от отношений, а в целом поговорим о мече, да, там, о военных, например, людях, то это как проявление силы, с одной стороны, так и, садомазохизм. Да? То есть, с одной стороны, человек может быть садистом, а с другой стороны, он может быть таким же мазохистом. То есть, как говорится, кто кого. И это может проявляться по мечам также и в виде интеллектуальной какой-то борьбы, беседы, если хотите. Вспомните царицу Савскую и царя Соломона, когда они состязались в этих самых загадках. Вот это была та самая интеллектуальная беседа. Кто кого, да, кто сильнее. То есть ты меня или я тебя. Вспоминайте Шерлока Холмса современного с Бенедиктом Камбербэтчем, там где в одной из серий, если вы смотрели этот сериал, в одной из серий, где, я не помню, как звали эту девушку, когда она прям оказалась ему в чем-то не по зубам. В одной из самых таких интересных решающих сцен она появилась перед ним абсолютно обнаженной в ее собственном доме, дабы он не смог с нее никакую информацию получить. Максимум, что там, я не помню, сережки были у нее в ушах, и все эти дедуктивные методы и вся эта логика, с помощью которой Шерлок Холмс мог с легкостью раскусить какого-то человека обыденного, он сразу замечал там какие-то волоски шерсти, что там на брюках, какие туфли, часы, ногти, и эти все детали у него, как пазлы, складывались в общую картину. Чем человек занимался утром, чем он занимается в целом по жизни, семейный он или нет, есть у него дома собака, кошка и какой породы. А тут перед ним предстает девушка абсолютно голая, и она сделала сознательно, зная о способности Шерлока Холмса. И она, кстати, тоже была не прочь посостязаться в интеллектуальной битве. И вот там как раз и вот эта ситуация, и в целом дальше их взаимоотношения, они и выглядели как где-то. Значит, тут не будет никакого милого воркования, а скорее победа над сопротивлением. Вот там как раз Шерлок Холмс и пытался ее победить, он пытался ее сломать. И, конечно, там в первых сериях, во всяком случае, и не пахло какой-то взаимностью или любовью между ними. Но когда мы говорим с вами о двух людях противоположного пола, то эта искра, вот этот огонь, он уже между ними возникает. А тут такая интеллектуальная пара. И действительно у него было желание сломать ее, а у нее было желание выстоять, которое порой как раз и конфликтовало с тем, чтобы, так я, в принципе, и тебя тоже могу сломать, я недалеко от тебя ушла в этом смысле. То есть вот такие вот отношения могут быть по мечам. Вот туз может об этом сигнализировать. Честно говоря, это, скорее всего, будет редкость, которая еще раз подтвердит существование правил, но все же. Стоит об этом помнить. Стоит ли говорить, что это были, о чем я читал сейчас, позитивные аспекты? Ведь, как и прочие мечи, туз говорит о прямом обсуждении наболевших вопросов,
избавление от иллюзий и решение проблемы. Иногда через отсечение или расставание. Что отсечение во взаимоотношениях? Что такое отсечение? Руку отсеку тебе, да? Мне твоя рука не нравится, она плохо готовит. Не готовь теперь правой рукой, только левой. Я тебе правую отсеку. Нет, отсечение, то есть в смысле обсудили по мечам, да, поговорили. Валаам сказал, нет, я, в общем-то, буду дальше руководствоваться своим мнением, своим видением ситуации, и его ангел Господень, так сказать, отсекает от этого всего дела, от происходящего. Как в буквальном смысле это могло бы случиться, так и в переносном. Ну, то есть он его отстраняет, Господь его отстраняет от этого дела. Ты не подходишь мне, мы тебя отсечем. Поэтому понятно, что по мечам это вот как раз и может быть то самое отсечение. Ну, тут у нас в прямом значении карта, да, как бы он послушал, и они двинулись дальше. А в перевернутом, в негативном, действительно как отсечение может выглядеть. Эмоции, которым покровительствует туз мечей, способны воспламенять таким огнем, который сожжет все препятствия на пути к цели. То есть, особенно, когда это только вот свежее такое, что-то отношение зарождается, и человеку присущи такие вот воздушные, так сказать, планеты, карты, показывающие его тип темперамента. А мы не состоим все на 100% из какой-то одной стихии, обязательно это будет замешано на чувстве. Представьте, что у человека там, скажем, процентов 20, 25, 30 воды и процентов 40, например, воздуха, да, то есть это такая вот смесь будет, как у королевы мечей. То есть это такое, что с одной стороны эмоции, которые тебя просто разрывают изнутри, с другой стороны это вот те самые мысли, то самое воздействие прямое по мечам, которое заставляет тебя двигаться вперед. И ты, конечно, будешь сметать все на своем пути, не замечая ни конкурентов, никаких ни препятствий, ничего. То есть просто идти напролом к своей цели. Это показатель сексуальной инициации, мужской потенции, фертильности и плодовитости. Для мужчин по тузу мечей может идти оплодотворение и рождение ребенка. Есть также особые какие-то значения в плане того, как будут проходить роды, иные какие-то значения, ну, это скорее уже такое к узкоспециализированному, и, в общем-то, каждый таролог будет нарабатывать себе самостоятельно такие значения. Ну, понятно, где роды, где мечи, мы понимаем, что это не все будет проходить естественным образом, например. Но вот что касается мужчин, то тут как раз речь идет вот о том, что это мужская потенция, сексуальная инициация, такое некое посвящение, что ли. Если в общем поговорить, как эти карты проигрываются в негативном прочтении, ну, я назвал эту рубрику реверс, не обязательно, чтобы это была карта перевернута, она может быть и прямая, но соседние карты могут говорить о том, что стоит читать негатив из этого туза. Бей или беги, да, вот так вот бей, так беги. Я уже приводил пример в самом начале. Меч в руке, поднятый над головой, он символизирует размах, или, ну, тут ангел его опустил вниз просто потому, что как указку, потому что он стоит выше, но в целом подразумевается, что это меч занесенный для удара, это нападение, это бей. Беги – это когда ты меч опустил вниз, и ты бежишь с ним, потому что не с целью защищаться, в смысле нападать, а с целью убежать, либо защищаться. Там отражаешь удар, опять же, меч опуская вниз, отводишь. Тут сам удар, чисто такая вот просто механика ведения боя. Слабая воля и неспособность принимать решения. Бегство от проблем. Помним, да, что вот в таком значении это, в общем-то, что там воля присутствует. Но помните, в саморазвитии туз мечей эзотерически рассматривается как семя силы, с одной стороны, и как воспринимаемая это семя среда. И вот среда может разрушить семя. То есть, если среда очень такая асфальт, как асфальт, да, и семечко упало, среда это разрушит. То есть, это семечко там высохнет на солнце, она, не получив ни капли дождя, не имея возможности пустить корни, она просто умрет. Но, с другой стороны, и семя может быть очень таким каким-то массивным, тяжелым, которое для этой почвы не предназначено. Так вот, в этом случае, когда мы говорим о реверсе, о перевернутом значении, то человек безвольный, да, где-то, сейчас,
слабая воля, неспособность принимать решения, бегство от проблем. А иногда и смирение в высшем смысле. То есть человек какую-то информацию получил, то есть семечко это пришла, упала, а человек от нее сбежал. То есть семечко оказалась настолько сильной, настолько, может быть, она захотела пустить плотные корни, потенциально ты уже это понял, прочувствовал, что твоя почва, твое сердце, оно просто убегает от этой семечки, от этого семени. Это такое негативное будет. То есть не даешь, именно ты, проблема в тебе. Ты не можешь воспринять это семя, и ты от него убегаешь. Отсюда слабая воля получается, да. Человек понял, что в этой ситуации ни от логики, ни от агрессии не будет толку. Поэтому не моя воля, но твоя да будет. Не случайно в перевернутом виде меч – это крест. Вот да, классический меч, вот такой, как он здесь изображен на карте, он похож в виде креста. Что у нас такое крест? Помним тот самый крест, который Иисус тащил на Голгофу, который на него взвалили, то есть как некое такое, в тот момент это был собирательный образ всей его жизни, что он должен был пронести тяжесть человеческих грехов, как будто бы в этом кресте были заключены, в его весе, в его тяжести, из этих двух тяжелых бревен, были заключены все грехи всего человечества. И их надо было тащить там несколько этих часов, несколько километров на Голгофу. Поэтому тот самый меч перевернутый выглядит в виде креста. То есть, когда он молился в Гефсиманском саду, если мне память не изменяет, в ночь, непосредственно, когда его должны были арестовать, и потом все это закрутилось, завертелось, страсти Христовы, и он, молясь своему Отцу Небесному, он говорил, что, с одной стороны, он говорил, что я готов принять волю, и дай мне твою испить от этой чаши, впрочем, да будет не моя воля, но твоя, то есть ты как решишь, так оно и будет. Вот это как раз и говорило символически о том, что в перевернутом значении это такая некая включение фатализма, да, то есть человек проанализировал, это не просто убежать от ситуации покупкам, это захлебнуться в эмоциях, нет, это четкое осознание, понимание, вот действительно прилетела тебе эта информация, прилетело это семя вовнутрь тебя. А ты понимаешь, что почва твоя, она как бы не готова, да, не получается, вы не можете друг с другом сейчас согласоваться, оно не может прорастись, очень крепкое, мощное семя. И человек так вот опускает руки, и типа, будь что будет, вот как оно будет, пусть Господь решает, пусть высшие силы за меня решают, то есть как будет не моя воля, но твоя. Вот так вот можно прочесть это в негативном смысле. Да, это может быть и позитивный в итоге урок, и человек может из этого что-то вынести хорошее, может быть, и плоды какие-то получатся, но здесь и сейчас это переживается очень болезненно, как то, что человек не способен ни на что повлиять, ничем управлять. Он ни почву свою не может удобрить, подготовить, ни семя изменить. Оно просто прилетело, оно просто пришло. Это сила семени, или семя силы точнее. Прямой туз мечей означает разрешение какой-то проблемы. Да, то есть мы раз и решили. Ангел явился и решил проблему. А в перевернутом виде, значит, проблема не решается. Да? Вроде как получается. Я вот не люблю такие значения, когда вот так это вот да, а вот так вот нет. Вот так вот он любит, а вот так вот не любит. Вот так вот проблема решается, а так проблема не решается. Ну давайте копнем чуть глубже. Да? Не все так карты однозначно. Поэтому давайте, почему так решается, почему так не решается. Все просто, потому что, ну, условно говоря, вот в таком значении, по мечам, такое прямое силовое воздействие. Была у нас драка, в итоге кто-то в этой драке проиграл, точнее, кто-то выиграл, да, в ней с мечом, а кто-то проиграл, кто-то убежал, кто-то вот опустил этот самый меч вниз, и он проиграл. Поэтому и для кого-то это как победитель, кто-то это проигравший. Если мы рассматриваем это одну ситуацию, одну сторону, мы возьмем, давайте вот еще раз снова, посмотрим на Валаама. В данном случае здесь одна из сторон, для кого-то это туз прямой, а для кого-то он перевернутый. Мы чуть дальше там поговорим с вами об этой ситуации, но если мы в целом посмотрим еще также на моавитян с одной стороны и на израильтян с другой, а между ними возник тот самый туз мечей, как рука Господа, карающая или предупреждающая, то две противоборствующие стороны. Ведь только для одной это будет туз прямой, а для другой будет туз перевернутый. Вот поэтому для израильтян это что? Решение проблем. А для моавитян это что? Правильно, проблема не решается. Они отправились за Валаамом, раз отправил царь Моавитский, второй раз отправил царь Моавитский. Забегая наперед, скажу, что это не помогло решить ему проблему.
Проблема для него не решилась, туз для него был перевернутый. Вот потому так кардинально. То есть меч, рассекая, он разделяет что-то на до и после, на черное и белое, на нужное и ненужное. Вот в отношениях, например, да. С одной стороны, да, вот драка была, как я уже сказал, кто-то проиграл, кто-то выиграл. Или же поспешные действия привели в итоге к отрицательному результату. То есть, когда вроде как бы действия были, и, может быть, сообразно, правильно с полученной информацией, но поспешно было. И в итоге поспешишь, да, людей насмешишь. То есть, либо затягивание ситуации, хотя это не свойственно мечам, скорее тут поспешное может быть действие, в итоге тоже проблема не решается. То есть прозвучал пистолетный выстрел на старт, чтобы бежать, да, и ты побежал раньше, ты стартанул раньше. И что, это решило как-то твою проблему? Нет, тебя сняли просто с дистанции. Так оно и в жизни. То есть надо действовать четко. Помните, как мы в «Короле мечей» читали? Это способность принимать верные решения, либо даже производить нужное действие в данной какой-то конкретной ситуации. Это как на поле боя. То есть ты не можешь раньше отразить удар противника, только здесь и сейчас, только в моменте. Поэтому поспешные действия, как я уже сказал, приводят к отрицательному результату, поэтому проблема не решается. Начало напряженных отношений и конфликтов с окружающими и собой в негативном перевернутом значении, то есть также может сигнализировать в целом о ситуации, которая конфликтная, то есть дело пахнет керосином, да, вот запахло жареным, запахло теми самыми мечами. Иногда может означать расставание с кем-то или удар судьбы. То есть если это рассматривать ангела как не ангела Господнего, а руку судьбы, и Валаам, в общем-то, был с этим не согласен, то вот такой вот удар судьбы. Да. И представьте на секундочку, что если бы Валаам не видел этого ангела в итоге, а только эта слица, эта строптивая, она мешала ему двигаться дальше, и он таки там через силу двинулся дальше, и его бы ангел Господень поразил. Естественно, что в жизни это бы могло бы выглядеть как несчастный случай. Он бы упал, например, там, с той самой ослицы, ударился бы виском о камень и истек кровью. Удар судьбы получается, да, вот так вот. Вот так. Если воспринять эту карту как совет, с одной стороны, с другой как предостережение. Если как совет, то всю остроту ума, которой ты располагаешь, следует направить на проникновение в суть проблемы, не теряя при этом из виду общей картины. То есть направить все силы на то, чтобы проникнуть мечом вглубь, в суть проблемы, но при этом держать в голове целостную картину. Не проси помощи у других. Решение только в твоих руках. То есть также намек на такую некую самостоятельность. То есть все в твоих руках, если уж так на то пошло. Предостережение. Это может быть препятствие или ловушка. Меч на службе низменных интересов. Да, то есть меч дали руки не того человека. Саморазрушение. Может быть слишком жесткий подход. То есть когда человек вместо того, чтобы, включив всю остроту ума, и направив тот самый меч внутрь самой проблемы, да, вот он долго начал там колупаться уже внутри, уже пора бы было все разрешить, отсечь только одну лишнюю деталь, орган какой-то, а человек, в общем-то, самобичеванием занялся, да, он уже поотрезал все только что можно, и нужное, и ненужное. Чрезмерная холодность, как предостережение, да, по этой карте, может быть, расчетливость, осознанное или неосознанное желание всех сделать и оставить всех позади. Да? То есть как бы победа любой ценой. Победа любой ценой. Вот так вот мы с вами разобрали уже. Ну, видите, да, я же говорю, я буду параллельно сравнивать одну карту и вторую, как, в общем-то, мы всегда сами делаем, и видим, что очень это все соответствует. Здесь, по большому счету, изображен тот же самый меч в руках Господа. Только здесь вместо вот такой вот какого-то собирательного образа руки, появляющейся из облака, здесь есть ангел Господень, в руки которого Господь вложил меч карающий и слово, исходящее из его уст. Я
остановил свой выбор на первом зодиакальном доме, как тот, который соответствует у нас Тузу. Конечно, опираясь на книги Авесолома Подводного, там очень много разбора информации относительно личности. Тут у нас личность как таковая, это отсутствует, да, вот на этой карте это вот просто меч. Здесь хоть и изображен визуально ангел Господень, но это по большому счету тот же меч в руках Господа. А рассматривать здесь Валаама как человека, который соответствует первому зодиакальному дому, так он вроде как бы не совсем наш персонаж. Но, тем не менее, имеет смысл все-таки обратить свое внимание на первый дом, который относится к Тузам. Почему? Потому что, перечитав информацию, я понял, что она не противоречит ей так точно. Вы сейчас поймете. Значит, субъективное включение первого дома означает принятие позиции «Я есть Вселенная». Помним, первый дом – это у нас тот же Овен, он же у нас Марс, это у нас, если мы говорим о планете, это у нас, вот давайте я открою первый дом, личность, внешность, взгляды на жизнь, самооценка. Вот наш Овен. Значит, принятие позиции «я есть Вселенная», помним, да, вот первый дом, Овен считает, что я, больше ничего вокруг, я есть Вселенная. Или даже я есть Бог, даже вот так вот. С одной стороны, если мы сейчас пока не вникаем в личность, то это вот, это очень похоже, да. Вот есть некий такой вот посыл, разум, информация, которая соответствует тому, что вот осознание, да, я есть Бог, я есть Вселенная. Наиболее яркий образ первого дома, если мы уже говорим о людях, это певец на эстраде, ослепленный светом прожекторов, не видящий и не слышащий ничего вокруг и поглощенный лишь той гранью себя, которую он в данный момент представляет. Это не хорошо и не плохо, это вот просто констатация факта в виде наблюдения, когда действительно очень, может быть, талантливый певец, артист, певец, который сейчас выступает на сцене, он напрочь забыл о том, где он и для кого он выступает. Он просто совершенно сосредоточен на себе, на части, может быть, своего образа, который он проживает в данный момент. Поет песню. Я думаю, вы все видели, если вживую не присутствовали на концерте, то точно видели в записи каких-то талантливых, известных на весь мир исполнителей, которые по их лицу, по их поведению, по всему было видно, что они просто, вот они не с людьми, они не с толпой, они как будто бы над ней, они одновременно, может быть, и растворились в ней, а может быть, и сосредоточились на самом себе, но явно это выглядит как нечто такое божественное, вдохновение какое-то, ну, потрясающе вообще. Первый дом определяет не то, что транслирует через себя человек, а то, как он это делает. Вот по мечам это, кстати, очень хорошо, ну, впрочем, как и по всем тузам, да, потому что каждая из стихий, она несет что-то свое. Помните, огонь – это вот огонь, вода – вода, а мечи – это у нас воздух. Так вот, не столько что говорит этот туз, сколько как. А как он говорит, мы с вами знаем. Холодно, чистый поток информации, расчетливо, резко, может рубануть вот так вот. Вот как? Первый дом отвечает на вопрос, как это будет сказано, как это произойдет, как себя человек ведет. Ни что, ни почему, ни для чего. А именно вот так, с такой позиции. Давайте сейчас прочитаем с вами о 4 уровнях прокачки первого дома. Ну, естественно, как мы будем смотреть на позиции саморазвития человека в разрезе первого дома. На первом уровне проработки первого дома, будет такой базовый, самый низший, человек полностью отождествляется со своей личностью. То есть смотришь в зеркало на себя. Мы, по-моему, первый дом с вами разбирали, когда разбирали пажа жезлов. Ой, рыцаря жезлов, по-моему. Рыцаря жезлов. Могу ошибаться. Человек смотрит на себя в зеркало, и вот то, что он видит в отражении, он понимает, что это он есть. Все. То есть свою личность он не отделяет от физического тела. Человек на самом деле плохо отделил себя от окружающего мира. Он скорее скажет «больно», чем «у меня болит». Вообще больно, да? Что значит? Еще раз фраза «я есть Вселенная», «я есть Бог».
То есть не то, чтобы человек такой был слабоумный и не понимал, что существует вокруг него еще окружающие люди и мир, но восприятие его личности настолько велико, что он не разделяет себя от этого мира. И он просто скажет «больно», вместо того, чтобы «мне больно» или «у меня болит». Он не разделил себя, он и есть этот мир весь. Да. На этом уровне человек абсолютно доверяет своему восприятию и считает, что того, чего он не видит или не ощущает, просто не существует. Понятное дело, что это у нас не про Валаама. Мы сами читали, что он и обращался к Господу, и от него получал ответ, и, в общем-то, он на него полагался. Плюс, хоть и не сразу, но ему явился ангел Господень. То есть, понятное дело, что в перевернутом значении, да, вот это как раз был бы первый уровень, представьте, что он бы бил ту ослицу, бил, пока бы не убил, и он бы таки не понял, почему она остановилась. Опять же, это все могло быть иносказательно. Этого ангела мог увидеть только сам Валаам, а те старейшины, которые рядом с ним шли в виде делегации, они этого не видели. И хотя это в Библии описано как нечто материальное по пентаклям, то, что можно было ощутить и увидеть, потрогать, но это могло быть просто также вот в голове у самого Валаама. Не в смысле, что он был безумец, а в смысле, что мы дойдем там до 4-го уровня там, проработки. Или, в общем-то, мог включиться и какой-то второй, там, 7-й, например, дом, когда воспринималась противоположная сторона в виде какого-то Божьего провидения. В психической реальности преобладает два состояния у человека на первом уровне прокачки. Агрессия и блокировка. Иногда под видом полной покорности и присмыкания перед превосходящей силой, причем переключение из одного состояния в другое может происходить очень быстро, нисколько человека не смущая. Я, по-моему, уже в который раз приводил этот пример. Телефонные звонки от вышестоящего руководства к самой низшей ступеньке, к звену, когда звонит там генерал, мат-перемат, в таком приказном тоне рассказывает о том, что нужно делать, почему такая ситуация. И человек по эту сторону, который, там, предположим, там, полковник, да, вот он, опустив голову, это все выслушивает, молча кивает, и как только он ложит трубку, поднимает второй телефон для того, чтобы перезвонить, кто ниже под ним находится, и он теперь включает в себе этого самого генерала. Он моментально, нисколько это не смущает, переключается с того, что он только что подчинялся, да, вот агрессия и блокировка. С одной стороны, он был заблокирован, с другой стороны, теперь он агрессивен, теперь в нем включился сильный первый дом, и он вот это вот все ретранслирует вниз, и так там пока не дойдет до звонка от прапорщика к обычному постовому. На втором уровне проработки первого дома происходит полное отделение человека от окружающего мира. Теперь он может говорить о себе, взирая на свою личность как бы со стороны. То есть человек уже себя отделил. Помните, да, на первом уровне не отделил, мне просто больно, даже не мне больно, больно, вот больно, все, он не понимает. На первом уровне человек не понимал, что есть какое-то еще, второе понимание, восприятие окружающей среды. Я и есть эта самая среда, мне больно, точнее больно, все. Если больно, значит это больно мне, по умолчанию, априори. А на втором человек уже разделил, как бы со стороны может на себя посмотреть. На этом уровне человек в определенные периоды своей жизни, особенно в юности, пытается понять, что же такое есть он сам и в чем заключается его индивидуальная неповторимость. Человек считает, что личность, свою и чужую, неважно, нужно формировать, то есть такое понимание приходит, есть, но не относит это к занятиям, не относит это занятие к числу важнейших для себя. То есть понимает, что это надо делать, или в принципе, что это чисто теоретически происходит, это можно делать, но важным не считает. Его взгляды на эту проблему почти полностью продиктованы общественным сознанием и подсознанием, которые считают, что личность важна для вождей, руководителей, словом, лидеров, подчиняющих себе и ведущих за собой коллективы. Вот им надо развивать свою личность и формировать ее как-то, а мне не надо, кто я обычный человек. В редких случаях, попадая в сильные энергетические потоки, на втором даже уровне прокачки, например, человек пылко влюбился, человек ощущает недостаточность имеющихся в его распоряжении выразительных средств.
но легко с этим смиряется. То есть приходит понимание того, что опачки, да, а вот ты попал в ситуацию, где ты до этого жил нормально все, ты вот был такой весь красивый и себя любимый, да, понимал, что есть другие люди, да, возможно, было некое такое представление о том, что нужно свою личность формировать, в принципе, мне это не надо. Да, я знаю, что есть там, не знаю, есть учителя, есть сантехники, есть врачи, но я ни тем, ни другим, ни третьим не собираюсь быть. У меня вот что-то свое, да. Вот примерно так, это где-то там фоном звучит. Это не про меня, не для меня, не обо мне. И тут он сталкивается с какой-то ситуацией, которая в его жизни возникла, скорее всего, не случайно. И он понимает, что ему не хватает, оказывается, его собственных выразительных средств для того, чтобы эту ситуацию успешно пройти, проработать, выйти из нее, пожить в этой ситуации, в конце концов. Но, в общем-то, легко с этим смиряется. Вопрос о самоутверждении и самореализации по-прежнему решается на социальном уровне. То есть основным критерием служат внешние достижения человека, особенно социально признанные. Это как раз очень хорошо по первому дому, такое самоутверждение, да? То есть, вот, во-первых, помните, мы читали, что любые какие-то взгляды, они сформированы общественностью, а здесь человек еще их и придерживается, и то самое одобрение в обществе должно происходить по этим общепринятым стандартам. Я не знаю, какой такой привести простой пример. Может быть, с модой, когда появляется какая-то модная вещь, особенно это вот было там, скажем, после развала Союза в 90-х, когда стали появляться импортные вещи, и что-нибудь такое выцепить, не то чтобы индивидуальное, а то, в чем все ходят уже, да? То есть есть категория людей, которые, например, ни за что не оденут чего-то супермодного, пока в этом не будет ходить половина города. Только тогда я буду это носить. А до сих пор нет. И тогда человек чувствует, что это как бы одобряемо обществом. Коль уже ходит и тот, и тот, и тот, могу и я одеть. Примерно вот так это работает во всех остальных вещах. То есть когда будет получено социальное одобрение, тогда в этом человеке будет самоутверждаться. На третьем уровне проработки первого дома человек учится видеть свою личность как поверхностный слой своего внутреннего «я». Другими словами, теперь у него есть достаточно большой и дифференцированный внутренний мир. Что такое дифференцированный? Разделенный, да? То есть какие-то есть разные аспекты личности, грани. То есть большой и разделенный внутренний мир, который развивается по своим законам. Что значит по своим? Не по социальным, а по своим внутренним каким-то законам. И в котором человек может различными способами себя вести. Чему-то радоваться, чему-то огорчаться, что-то менять, словом жить. И все это происходит внутри, независимо, во всяком случае, без прямой явной связи с внешним миром, не ожидая социального одобрения. Теперь личность воспринимается как средство коммуникации между внешним и внутренним миром. Что такое личность? Вот я сейчас перед вами сижу, вот это вот моя личность. Есть некий сформированный образ, который сформированный у вас, сформированный мною, моим поведением, то, как я говорю, как я выгляжу, в какой обстановке, как я сижу. У вас есть некий сформированный образ, все, что я вам сказал, все, что вы услышали обо мне, в ваших головах это сформированный образ. К чему-то я все говорил, да, и я этот самый образ воспринимаю как средство коммуникации между внешним и внутренним миром. Но внутри у меня есть что-то сформированное, какие-то мои жизненные позиции, принципы, какой-то мой внутренний мир. Я этот образ использую для того, чтобы контактировать с вами. Да, я понимаю, что я сейчас смотрю просто в стеклянный объектив, и чисто я должен включить фантазию, дабы представить за этим объективом человека, который сидит, смотрит в экран и как бы вот прочувствовать его сердцебиение, прочувствовать его образ мыслей. Проще, конечно, если бы здесь напротив сидел каждый из вас или сидела какая-то аудитория, это был бы прямой контакт. Но сути не меняет, это было бы то же самое. То есть я этот образ использую для того, чтобы связать то, что у меня внутри есть, с тем, что снаружи. То есть я, выключая камеру, выключая компьютер и уходя, я могу визуально выглядеть по-другому. То есть как бы тут дело не только во внешности, да, я же говорю, это набор каких-то элементов, которые сформировали у вас восприятие меня как личности.
вот именно в разрезе YouTube. За его пределами я могу выглядеть по-другому, но вот здесь это вот некий такой образ. И еще раз, я его использую для того, чтобы связать свой внутренний мир с миром внешним. Вы для меня это внешний мир, то есть вот камера, YouTube, вот это все, это внешний мир. И я вот посредством вот этой вот части себя взаимодействую. Теперь личность воспринимается как средство коммуникации между внешним и внутренним миром, но ее недостатки переживаются больше как недостатки выразительных средств. Недостатки моей личности вот этой, да, воспринимаются как недостатки выразительных средств. Помните, я в одной из лекций, не помню, что это была за лекция, я сокрушался по поводу того, что мне не хватает беглости речи, мне не хватает ее четкости и выразительности. Я говорил о том, что я над этим работаю, я это понимаю, помню. Не получается мне, естественно, прослушивать каждую лекцию, потому что на это бы уходило еще больше времени, потому что 2 часа длится лекция. Понятно, что подготовка к ней длится еще больше 2 часов, затем монтаж последующий примерно занимает столько же. Если я буду еще и потом прослушивать себя в течение 2 часов, каждое слово, то понятное дело, что чисто времени в сутках не хватит на весь этот процесс. Но, тем не менее, что-то я прослушиваю, просматриваю, пытаюсь себя анализировать, поэтому представление есть. И я воспринимаю, в общем-то, вот эти недостатки личности, вот этого образа, который я развил перед экраном, как не столько свои недостатки, сколько как раз недостатки этого образа. Здесь человек учится управлять своей личностью, включая те или иные ее аспекты, а главное перестает, часто на горьком опыте, считать ее самодовлеющей ценностью. То есть на 3-м уровне проработки первого дома человек учится управлять своей личностью, тем или иным ее аспектом. Мы помним, что их может быть несколько, много. Или то скорее мы об образах говорим, давайте вот эту внешнюю личность, как средство коммуникации. Включая те или иные аспекты. Вот включая те или иные аспекты, это скорее как раз, да, вот тот или иной образ какой-то сформированный. Хотя образ это у нас больше там в 5-м доме присутствует, да, вот разные такие вот аспекты личности. Кстати, тоже огненный знак, только уже 2-я ступенька его. Овен, Лев, Стрелец. Ну и в большей мере по его достижениям... не туда. Перестает считать ее самодовлеющей ценностью. Теперь его самоутверждение идет не только за счет социальной оценки его внешних достижений и социально же воспринятого образа его личности, но и в большей мере по его достижениям во внутреннем мире, работая над собой, поскольку он уже понимает, что его внешние успехи обусловлены именно внутренними усилиями и свершениями, пусть даже и невидимым миру. Сложное, длинное предложение, давайте разберем его на части. Итак, на 3-м уровне проработки первого дома человек теперь самоутверждается не за счет каких-то явных, четких социальных программ, установок, ожиданий, да, ходить в тех свитерах, в которые все начали ходить, одевать те футболки с надписями, чтобы это было социально приемлемо. Только это вот в разрезе того, как человек самоутверждается в жизни. За счет чего? За счет своего хобби, за счет работы, за счет спорта. У всех это может быть разная сфера. Так вот, теперь самоутверждение идет не только за счет социальной оценки, то есть и социально же воспринятого образа его личности. Образ, да, вот самое простое понятие. Человек встал утром, почистил зубы и оделся во что-то. И, выходя на улицу, для всех остальных прохожих у него есть сформированный какой-то образ. Предположим, делового человека. У него начищены черно-лакированные туфли, у него деловой костюм, может быть, там, не знаю, костюм тройка, рубашка, галстук, портфель в руке. И вот есть какой-то сформированный образ. Мы еще, может быть, не понимаем, кем этот человек работает и что, у нас уже есть какое-то вот это вот восприятие. А теперь представьте, что это еще и все продиктовано тем, что человек понимает, социум от него ждет такого, что он вот оденется так, да, потому что он едет, может быть, на такую работу, потому что это может быть красиво, престижно,
ряд еще иных установок его внутренних, почему он так может сделать. Так вот, вот этого всего теперь человек может быть лишен. То есть он уже не утверждается за счет каких-то социальных установок внешнего мира и за счет образа, который он может сформировать, то есть как его воспринимает окружающий мир, а теперь за счет того, какие у него достижения внутри и работа над собой. Потому что он понимает, что его внешние успехи обусловлены именно внутренними усилиями. То есть наружу начинает просто вылазить и выпирать личность как таковая. Прокачка, какой-то уровень, которого человек достиг, к которому он пришел, независимо от того, во что он будет одет, как он будет выглядеть, возможно, даже что он будет говорить. Ну, опять же, если это не напрямую связано с тем, что он хочет развить. Понятно, да? Вот в итоге, еще раз, что то, какой человек является внутри, какое он получил развитие, насколько он до чего он рос, начинает очень сильно сказываться на его манере поведения, на том, в какой он будет сфере самоутверждаться, как он будет выглядеть, как он будет взаимодействовать, в общем, одним словом, с окружающим миром. На этом уровне человек еще болезненно относится к унижению, но акцент его переживаний переносится с оскорбленного и обиженного эго на суть того, что человек в данный момент представляет или транслирует. То есть здесь личность пока еще очень любимый и дорогой, но уже во многом инструмент психики человека, а не его сущность. Это очень хорошо, сейчас разберем, очень хорошо соотносится с мечами, особенно в частности с той же королевой либо королем мечей, когда мы говорили, да, что в королеве мечей мы говорили о том, что она воспринимает свое тело как инструмент. Хотя мы там говорили о 7 доме, но помним, что 7 это противоположность 1, это два антагониста. Дабы раскрыть каждый из них полнее, стоит понимать, о чем же противоположный дом. Так вот, королева мечей расценивала свое тело как инструмент для развития себя настоящей. Что такое себя настоящее? Да? Тело это вот ветшает, оно ухудшается, оно с каждым годом превращается в то, что скоро вернется в прах, из которого оно взято. Но есть что-то такое другое, которое с каждым днем при должном усилии шлифовки и полировки, оно улучшается. Как это ни странно, оно улучшается. Умирая что-то, дает рождение чему-то новому. Незримому пусть, но новому. Так вот, человек на вот этом 3 уровне болезненно еще относится к унижению, но оскорблением, унижением, но акцент переживаний уже переносится с оскорбленного и обиженного эго на суть того, что человек в данный момент транслирует. Ну, условно говоря, если вы мне сейчас в комментарии там написали, накидали мне о том, что я там картавый, что я шепелявый, о том, что, я не знаю, у меня там какая-то некрасивая борода, и вообще я какую-то чушь несу, ну, вот много каких-то там негативных таких вещей, обидных, я мог бы это все воспринять 2 способами. В одном случае обидеться и воспринять это лично на себя. Вот Евгений, я вот такой, подошел к зеркалу, посмотрел, горько всплакнул, утер рукавом скупую слезу и понял, что вот такой вот я урод, что с этим поделаешь, все, да, вот это конкретно ко мне применимо. С другой стороны, человек это уже в меньшей степени задевает по 3 уровню, и он воспринимает это как не оскорбление не лично направленное против него, а скорее против образа, где-то момент, на суть того, что человек в данный момент представляет или транслирует. Да? То есть это не столько меня задело, сколько, в общем-то, этот самый образ, который я, ну не то чтобы создал, который я использую, да, вот часть этого образа, который я использую для того, чтобы вещать вам с экранов. Не то чтобы я был в жизни каким-то другим человеком, да, нет раздвоения личности, но, то есть, вы понимаете, что это для примера просто привожу, чтобы было вот это вот разделение, было понимание того, что человек уже не воспринимает эти обиды лично на свой адрес, а скорее воспринимает в адрес своего инструмента. Да? А инструмент что такое? Инструмент можно подправить, да? Его можно подточить, его можно как-то подрихтовать, что-то с ним сделать. Ну, а если уже сделать нельзя, то, во всяком случае, приходит понимание, ощущение, что ты сделал все возможное. Но уж точно прогресс какой-то будет. А все, что нельзя уже изменить, ну вот, значит, все. Что уже обижаться? Сделал все возможное.
На 4-м уровне стоит, кстати, сказать, что я вот, когда это все читал и анализировал, а у меня, кстати, в натальной карте в 1-м доме у меня отсутствовали планеты в момент рождения, и у меня там как раз присутствует Марс. В общем-то, и есть тот самый Овен, та самая планета, которая отвечает за 1-й дом. Читая об этих уровнях прокачки, я так для себя понимаю, что я где-то нахожусь в переходном моменте между 2-м и 3-м. То есть что-то есть от 3-го, что-то от 2-го. Есть, в общем-то, над чем работать и к чему стремиться. Но это не повод понаписывать мне там негатива всякого в комментариях. На 4-м уровне проработки 1-го дома человек воспринимает свою личность как рабочий инструмент, предназначенный для связи внешнего и внутреннего мира, и довольно хорошо умеет этим инструментом управлять. Я уже неоднократно говорил, что 4-й уровень проработки любого из домов – это уровень Бога, уровень мастерства, уровень гуру, уровень того, у кого следует учиться. И такой человек явно будет заметен, если не в целом в обществе, то рядом, находясь с ним, это будет прям от него просто как сияние какое-то исходить. Так вот, на этом самом 4-м уровне человек воспринимает свою личность, вот просто человека как рабочий инструмент. Это уже вот королева мечей в ее высшей какой-то ипостаси прокачки. Помните, мы об этом говорили? Который предназначен для связи внешнего и внутреннего мира. То есть, если вы, глядя на себя в зеркало, не отождествляете на 100% с тем, что вы видите, и свое «я», то есть спросите, кто я, подойдите, посмотрите в зеркало, и если у вас четкий ответ, что «я» — это вот это все «я», это один момент. Если «я» — это нечто другое, а ваше тело, оно помогает лишь вам сформировать ваше внутреннее «я», вот, этот момент более интересный, есть над чем работать, есть что шлифовать и усовершенствовать, и тогда вы это самое тело воспринимаете как что? Как инструмент психики человека, да, по мечам это у нас психика, это у нас ментальный уровень, а не его сущность. То есть вы, вот эта оболочка, это тело, это не вы. Вы то, что внутри. Представьте, что ваше сознание, ваши эмоции, чувства, ваши накопленный опыт какой-то, вот можно взять из мира там фантастики, современных каких-то фильмов, и пересадить в тело другого человека, в суперкомпьютер какой-то. Вот стали бы вы, не знаю, насколько вам хватает такой фантазии представить, стали бы вы дальше себя отождествлять, что у вас осталась целостность личности. Вы потеряли это тело, которое у вас было, вы сейчас в другом теле находитесь, но отождествляете ли вы себя с тем, кем вы и были до этого, но теперь в другом теле? Если да, то, в общем-то, получается, что вы достаточно близки к 4-му уровню и воспринимаете свое тело как действительно инструмент, который помогает вам формировать свою настоящую личность, которая спрятана внутри. Отсюда, кстати, как и в прочих 4-х уровнях, и приходит осознание и ощущение во многом освобождения, да? Отсутствует страх перед смертью. Не то чтобы страх перед болью, скорее страх перед смертью может отсутствовать. Или приходит понимание того, что это не самое худшее, что может быть. Может быть, там потраченное, упущенное время, если мы говорим чисто о физических каких-то болезнях, болях, кто-то может просто переживаться больно, ну а как сам процесс смерти, то есть ухода этой оболочки, может уже восприниматься несколько по-другому, не так пугающе. Его восприятие делается в основном безличным, то есть он учится воспринимать все, что вокруг него и с ним происходит, без личных чувств и эмоций, искажающих и блокирующих поступающий к нему извне информационно-энергетический поток. Снова Авесолом Подводный забросал нас витиеватыми словами. Давайте разделим. Значит, восприятие человека на 4-м уровне делается в основном безличным, то есть он учится воспринимать все, что вокруг него и с ним происходит, без личных чувств и эмоций. То есть просто вот чисто по тузу. Пришла информация, щелк, в голове, как в компьютер, как в некий механизм поступает информация, просто как данность, как Валаам. Ну, тут он, конечно, представлен как человек, эмоциональный, но он воспринял информацию достаточно
однозначно. Вот он ее просто воспринял как к сведению, как руководство, что нужно делать. Есть, понял, пошел следовать этому руководству. На этом уровне проблемы социальной адаптации у человека уже нет. Человек всегда может вести себя адекватно и, хотя внутренне будет испытывать некоторые неудобства, будет искренен и открыт в тех пределах, в которых это возможно по ситуации, что производит обычно очень сильное впечатление полной внутренней свободы и раскрепощенности. То есть на таком уровне человек, помните, да, его невозможно по большому счету обидеть, как-то задеть, негативным образом его дернуть, размотать его на какие-то, на включение своего эго, да, то есть если эго отсутствует как таковое, то что тогда ты заденешь? Что ты можешь задеть, если нечего задевать, по большому счету? Все, что ты скажешь, оно направлено не против личности, которую ты не видишь, оно направлено против этого тела, которое ты видишь. А если я это тело не считаю собой, не считаю личностью, а считаю инструментом, то тогда получается, что человек такой в любой ситуации будет социально адаптирован. Если ему крикнут вслед «Эй, очкарик!», то, в общем-то, его вряд ли что это заденет. Он может при должной сноровке либо какую-то шутку отвесить по этому поводу, либо просто пойти, не обращая внимания. В общем, среагировать как-то адекватно этой ситуации, но без того, чтобы лично на свой счет это воспринять. Потому что, еще раз скажу, личность не задета. Задета внешняя оболочка, задет инструмент человека по развитию этой самой личности. На этом уровне человек, на 4-м, обращает основное внимание на 3 момента. Это сознательное управление своим внутренним миром, то есть это сознательно, это специально происходит. Да, там у нас саморазвитие, помните, прокачка. То есть сознательное управление своим внутренним миром, адекватное восприятие внешнего. Только что привел пример там, с очкариком, с какими-то обзываниями, с чем-то еще. И точное самовыражение. Это очень все похоже с мечами, да, когда у нас по мечам поступает какая-то информация, которая заставляет нас прореагировать на эту информацию и потом действовать. Вот это как раз действие является точным самовыражением. На этом уровне унижение, несправедливые упреки, разочарование, неудачи, непонимание, немотивированная агрессия и прочие удары по личности человек воспринимает безлично. А те редкие случаи, когда ему это не удается, рассматривает как указание судьбы на слабое место, ржавчину или несмазанное сочленение в существенном инструменте своей личности и на месте его исправляет. То есть все то, что обычно человека задевает на 1-м, на 2-м уровне, и на 3-м тоже, на 4-м уровне, 3-й такой переходной, да, мы с вами говорили, вроде как бы задевает, но он уже понимает, что где-то можно отмазаться, так сказать, да, это вот прям ты, обзывайся на меня с переводом на себя, да, вот такая детская была фраза. То на 4-м уровне все, что человек вот это вот слышит, не то, что он такой там тупой, отключился, и, соответственно, тогда бы он был закоснел в своих взглядах, закоснелым, и он бы не имел возможности учиться, что ли, да? То есть он бы воспринимал себя как уже совершенную личность, которую невозможно отшлифовать. Но нет, он это может воспринять безличностно, но чисто информативно по мечам, как в компьютер зашла информация, программа, он может воспринять, что над этим нужно поработать. Да? Вот еще раз, давайте мы несколько сейчас идеализируем меня и представим, что вы накидали там каких-то гневных комментариев с оскорблениями, может быть, даже там какой-то мат присутствует где-то там в контексте, я не знаю, там, что там, люди разные, в общем-то, бывают, да, написано, но я так все почитал, совершенно воспринял это безличностно, и большинство слов вынес за скобки, а на какие-то обратил внимание. Да, там, опять же, то, что я говорил, там, поправь свою речь, там, обрати внимание на то, что ты глотаешь слова. И, там, по каким-то пунктам, которые могут быть перемешаны, эмоционально окрашены. Но человек на 4-м уровне это все воспринимает как некий ценный совет, как на возможность подправить
существующий свой инструмент, вот это свое тело, да, в данном случае речевой аппарат, у кого-то это может быть, я не знаю, там, внешний вид, разные моменты могут быть, там, не знаю, состриги бороду, отрасти лысину, ну, такие какие-то вещи, которые человек объективно потом думает, стоит на это обращать внимание или нет, и можешь ты это исправить или нет. Если можешь, то берешь и исправляешь. Чисто, говорю, как компьютер человек в этом плане действует. Очень похоже это на одну из фраз, которые я часто употребляю, может, она тут не к месту, но тем не менее. Невозможно испугать человека, который знает, что его будут пугать. Тут аналогично, некое такое отключение эмоций и включение разума. Ты просто воспринимаешь сказанную информацию. Если она бестолковая, если там идет слово за слово какой-то мат и никакой конструктивной критики, а просто эмоции, то человек безличностно пропустил это все мимо и читает дальше что-то. У этого человека нет самолюбия в общепринятом смысле, а в соответствующих ситуациях возникает лишь сожаление о собственном несовершенстве. Личная реакция для него – суть отклонения от истинного пути своей дхармы. Еще раз, у человека нет самолюбия, это все понятно, да, в общепринятом смысле, а в ситуациях в определенных, да, какие-то такие, где могло бы быть задето самолюбие не задето, а лишь, может быть, сожаление о собственном несовершенстве. Ну, предположим, чисто теоретически, я никогда не занимался, но предположим, что я бы обратился к логопеду, я, может быть, долго занимался, и я попытался бы исправить свою букву «Р», да? Но в итоге, потратив много усилий и может быть, даже какого-то оперативного вмешательства и работы с профильными врачами, я это так и не смог исправить. Ну, как я уже говорил, да не помню, там на втором, на третьем уровне, я просто бы снизал плечами и сказал бы сам себе, в принципе, я все, что мог сделать в данном случае, сделал. Что-то же я достиг, чего-то же я на какой-то уровень поднялся, а это, увы, не могу сделать. Да? Вот меня, может быть, хотели бы увидеть ростом 1,90 м, ну вот не получился, да, что-то выше головы же не прыгнешь, что я могу сделать? Ну, туфли на каблуках могу одеть, да, но добавить мне там 3 сантиметра, не более. Примерно так. И личные реакции для него – это отклонение от истинного пути своей дхармы. Дхарма – это как раз и есть, да, вот тот земной путь, для которого каждый из нас здесь сейчас оказался. И найти свою дхарму, найти свое предназначение и ему следовать уже само по себе дорогого стоит. А здесь речь также идет о том, что человек, когда он лично реагирует, то для него это, в общем-то, как идет отклонение от истинного пути, от своей дхармы. А коль человек этой дхарме собирается следовать и идти, то он и не особо обращает внимание на такие вещи. Собака лает, караван идет. То есть задача каравана – это идти. А лай собаки, он может обижать, он может задевать, он что угодно может делать внутри с теми верблюдами, с теми людьми, которые там едут на этих верблюдах-погонщики. Но по большому счету цель-то явная и понятная, поэтому особого никакого вреда не принесет. Поэтому еще раз, когда человек воспринимает свое тело как инструмент, который он использует, он его, за ним следит, он его оттачивает, он его прорабатывает, он его совершенствует, но это не он сам, это его лишь инструмент, который формирует его настоящую внутреннюю личность. Вот когда человек таким образом относится к этому всему, то, в общем-то, тогда и любые упреки и обиды, если в них можно вычленить что-то конструктивное, человек воспринимает и исправляет, если же нет, просто пропускает это все безличностно. Ибо это никоим образом не поможет ему точнее выполнить свою дхарму. Вот так. Так мы с вами пофилософствовали немножко, и не знаю, оказался ли я полезен в разрезе того, чтобы раскрыть полнее туз мечей, вот в разрезе саморазвития. Надеюсь, что да. Во всяком случае, не знаю, как вам, мне данные лекции, подготовка к ним помогает. То есть, честно говоря, я, когда к ним готовлюсь, одну получаю информацию, но когда... Вот это все не то. Если бы я это не проговаривал вам, вместе с вами, не озвучивал, не размышлял параллельно, то есть я бы даже так сказал, что это, конечно, разная работа по своей сути и разный мыслительный процесс. Но если бы я это не записывал сейчас для вас, то я бы, наверное,
вот мне кажется, субъективно 80% я бы терял от того, что я получаю. Конечно, несколько так звучит это эгоистично, получается, что я как будто бы делаю это сам для себя, но я надеюсь, что и вы также что-то получаете от того, что я говорю вам эти слова, от того, что их слышите с этого экрана. Ну, а вы уже смотрите, что вы можете делать для того, чтобы со своей стороны лучше эту информацию воспринимать. Просто слушать, или слушать внимательно, или слушать параллельно, готовя еду, или слушать и конспектировать, не знаю, или слушать, а потом проговорить кому-то близкому, знакомому какие-то основные мысли, которые вы выцепили. В общем, у каждого свой какой-то путь и метод, как это все можно прорабатывать, поэтому я поделился своим, как это мне помогает. Давайте посмотрим сразу тогда еще на соответствия, которые у нас могут проигрываться по этой карте в наших различных сферах. В частности, в жезлах это у нас огненная масть, которая отвечает за нашу социализацию, за карьеру чаще всего. И естественно, что как и любой из тузов, как и пажи, обозначает нечто новое и может говорить о новом проекте. Может также говорить и о победе. Помните, да, это как начало, как слово выпущенное, так и меч уже поразивший. То есть это как то, что предполагается только сделать на бумаге новый проект, так и уже завершенное действие. Ну, соседние карты уже покажут, подскажут. Или сам по себе вопрос будет задан таковым, что будет понятно, что это удача, да, это уже завершенная победа, это завершенное действие. Как некий призыв к действию или как то, как происходит процесс. Это может означать идти напролом. То есть отсекая лишнее, либо от себя, если там требует этого проект, либо отсекая лишние какие-то конкурентов, если хотите, внешние ненужные детали от самого проекта, отшлифовывая его, доводя до совершенства, но это и есть вот эта самая суть, идти напролом. То есть меч, который рубит на две стороны для того, чтобы как можно быстрее дойти до намеченной цели. А уж что там под этот меч попадется, не бездумно, конечно, да, разумное управление мечом, оно видит каждый раз, что поражать. Это говорит также и о решении проблемы. То есть если какая-то ситуация, которая застопорилась, непонятно, как она решится и решится ли вообще, то такая карта говорит, что да, точно решится. Вопрос только в том, в чью она пользу решится. И соседние карты могут об этом подсказать в плане динамики. Умственная сфера, ну это в целом, если мы говорим о том, а какая же это сфера работы, ну предположим, человек интересуется, куда его возьмут, на что будет похожа его будущая профессия и так далее и тому подобное, то это может говорить об умственной сфере. Что такое умственная сфера? Это целый достаточно широкий спектр, начиная от того, что это может быть IT-технологии, сфера, это какая-то сфера не то чтобы образование, в общем, там, где приходится получать, либо выдавать какой-то объем знаний. Все, что связано с мыслительным процессом, анализом. Это может быть и какая-то консалтинговая компания, может быть и адвокатская контора, а может быть что-то связанное с врачебной практикой, но где присутствует начитывание лекций, предположим, каких-то, да, ну, такого плана. Полагание на себя. Да, вот в плане меча, то есть меч берешь в свои руки, тебе его Господь дает, сила тебе свыше его дает, ты этот меч берешь и им действуешь, полагание на себя. Помните то самое сила семени, да, вот это семя, которое брошено в благодатную почву, вот тебе семя там бросили, и твоя теперь задача его взрастить, подготовить свою почву, если она не подготовлена. Если она подготовлена, то теперь поливай, взращивай, чтобы у тебя получилось пышное дерево с плодами. Но это все ты должен сам сделать. Жесткое управление. Жесткое управление в том смысле, что по мечам это идет же, опять же, силовики, это сила слова и сила действия одновременно, а может быть и последовательно, но одно без другого не идет. В принципе, здесь ангел стоял с мечом, он им не воспользовался, но стало понятно, по его словам, что он им воспользовался бы, если бы ослица не остановилась. Но было достаточно слов. Если слов недостаточно, тогда действие. Ну, чем вам не жесткое управление? То есть никакие уговоры
не будут длиться бесконечно долго. Раз, два, третьего предупреждения не будет, просто действие. Если мы говорим о взаимоотношениях, о сфере кубков, ну, как и все мечи, конечно, это сулит расставание. Я здесь через косую черту написал расставание и разрыв, как будто бы это не одно и то же, а вот не одно и то же. Потому что можно по-разному расстаться. Можно расстаться, а можно вот как разрыв. То есть это будет очень больно. Расстаться – это поговорить, объяснить, обсудить. Как меч, да, он уносит ясность. Он может ранить, но им можно воспользоваться таким образом, что это будет как на поле брани выглядеть. Ну, что тут еще можно такое вытащить, да? Анализ отношений. То есть это если человек сам в себе или, опять же, совместно в виде какой-то беседы. Знаменитая фраза «Дорогой, нам нужно поговорить», и вот садятся и без лишних эмоций просто, помните, как по 4-му уровню прокачки первого зодиакального дома человек просто без включения эмоций говорит конкретно, что его не устраивает. И второй человек, чисто в вакууме представим, что он такой же, на таком же 4-м уровне прокачки, он это все конструктивно выслушивает и старается исправить. А то, что не может исправить, смотрит на себя в зеркало, вздыхает, ну, лысый так лысый. Любить такого, как я есть. Все. Ну, примерно так. Взять силой. Может быть такое в взаимоотношениях, да? С другой стороны, игра поддавки. Я уже приводил пример с Шерлоком Холмсом в виде Бенедикта Камбербэтча, или в виде Бенедикта Камбербэтча в роли Шерлока Холмса, и с другой стороны, не помню ту девушку, как ее звали, которая, вообще-то и была у них это вот вначале словесная дуэль, а потом и такая вот дуэль, игра, кто кого, да, вот кто сильнее, кто кого сразит, поразит. Вначале это, повторюсь еще раз, была игра разума, а потом это конкретное физическое воздействие. Я уже точно не помню, давно смотрел этот сериал, по-моему, там были даже между ними какие-то стычки, драки, и какие-то там удары, пощечины, что-то такое вот присутствовало. В общем, очень-очень такая мечевая пара, и очень по мечам это все выглядело. Если бы я раньше об этой паре вспомнил, может быть, даже какой-то скрин бы сделал, чтобы закинуть его. Завоевание, да, может быть, такое одно из самых позитивных, что можно вытащить из этой карты при соответствующих других, как будет действовать мужчина, с которым я познакомилась, там, да, условно говоря, такое все, что предполагает, и соседние карты тоже хороши, или в динамике в будущем они показывают, к чему это приведет, то можно сказать, что он будет действовать вот как завоеватель, то есть он этот меч вытащит и вот так прямо будет идти напролом. В сфере пентаклей, в сфере сохранения, зарабатывания, приумножения денег, то есть все, что касается инвестиций, все, что касается быта, вот такого. Анализ, да, все, что по остальным мечам мы с вами обсуждали, по королеве, по королю. Анализ – это расчет. Если в целом и в общем, то работа с цифрами, не с эмоциями, а именно с цифрами, с фактами, с тем, что можно конкретно проанализировать, рассчитать, записать, рационализировать и так далее. Это также могут быть и кардинальные решения, то есть какие-то волевые решения, кардинальные, к чему они приведут и для кого они будут хорошими, для кого плохими, еще непонятно, но все же кардинальные решения. Также может быть прорыв в какой-то ситуации, то есть фух, да, наконец-то решилось, то был застой, а теперь свершилось наконец-то. Ну и можно напрямую указывать на бой, на некий процесс, то, что кардинальное решение принято ранее, и сейчас есть же какая-то вторая сторона, да, не просто же так это кардинальное решение было принято. Оно, конечно, могло быть принято внутри, и тогда, кроме боя с самим собой, никакого другого не предстоит, но может быть и бой там, условно говоря, с какими-то конкурентами, почему нет? Если мы говорим о саморазвитии в разрезе у нас мечей, воздуха, то это полагание на себя. Получили информацию, да, помним мы, и получили меч, который, как слово Господа, исходящее из уст Иисуса Христа, с рукояткой для вас, то есть вы берете это слово и занимаетесь чем? Отсеканием лишнего, да, в перевернутом значении самобичеванием. Так вот, это полагание на себя, то есть тебе дано как человеку, у тебя есть свободная воля, тебе как человеку дано право как минимум воспользоваться, надоело? Воспользоваться этим мечом или нет.
Ну а дальше уже второй шаг, как им воспользоваться. Но это полагание на себя. Отсечение отвлечений. То есть человек проанализировал, подумал, как ему саморазвиваться, на что ему обращать внимание, и понимает, что есть там ряд чего-то, от чего ему стоило бы отказаться. Ну, предположим, какие-то пагубные привычки. Хотя это очень идет по пентаклям, да, все, что касается нашего тела. Но управление нашим телом, вот помните, мы с вами читали первый зодиакальный дом, человек, начиная со второго, там, третий и больше четвертый уровень прокачки, он разделяет свою внешнюю оболочку, которую рассматривает как инструмент, и свое настоящее внутреннее «я», ту свою личность, которая спрятана внутри. Так вот, тело это как раз и больше идет по пентаклям, а отсечение отвлечений, хоть оно и может отсекаться, те самые привычки от нашего тела, но все-таки это больше вот процесс, который происходит у нас там в голове. В негативном прочтении это может быть саморазрушение, то есть когда, я говорю, человек доотсекался уже поотсекал все, что только можно. Он уже просто превратился в монаха, в отшельника, он и от того, и от того, и от того избавился, и это все уже стало больше похоже на какой-то маниакально-депрессивное состояние, когда он не может остановиться, ему уже теперь сам процесс отсекания нравится. Познать суть, то есть докопаться до истины, вонзить этот меч так глубоко, или просто получить информацию такую, или такой инсайт, в общем, познать суть. Дойти до самой сути. Это ведь тоже некий процесс будет. Поработать этим мечом, подсекать вот это вот все самое лишнее для того, чтобы докопаться до самого главного, его оставить, и лелеять его, и взращивать. Призыв действовать. Это как некий такой, может быть, совет, который также может говорить, что все в твоих руках, бери и действуй, да? У тебя все есть для этого, ты уже все получил, потенциал есть, просто работай. Так, вот мы с вами прошлись уже в основной части урока и плодотворно поработали этих 2 часа. Надеюсь, что вы не слишком устали, для того, чтобы еще можно было воспринять чуть-чуть информации относительно чего. Ну, оставим искусство на закуску, как самое приятное. Понимаю, что зачитывать сейчас остальные главы будет очень долго. Стоит только проговорить, чем все закончится, пару, может быть, моментов. И в целом, что личность, честно говоря, несколько противоречиво представлена самого этого Валаама. Это уже так. Это мы сейчас, в целом, чтобы вы понимали, мы отходим, в принципе, от туза мечей, и мы смотрим на вот этого самого Валаама. Ну, такая, честно говоря, информация больше факультативная, для общего развития понимания, можете послушать и посмотреть. Ну и сделаем с вами пару выводов. Но прежде чем сейчас поговорить о том, что происходило же дальше, я хочу зачитать буквально несколько мест по коротким стихам из Нового Завета, потому что Валаам личность такая, которая осталась в истории, в частности, библейское повествование, и многие из последователи Иисуса Христа приводили его в пример. В частности, апостол Петр. Вот когда он там обличал кого-то, рассказывал он, какие люди стали. Он говорил: оставив прямой путь, они заблудились. Они последовали путем Валаама, сына Виора, который возлюбил воздаяние за злые дела, но был облечен за свое преступное деяние. Бессловесное вьючное животное, заговорив человеческим голосом, помешало безумству пророка. То есть ощущение складывается, сопоставляя Новый Завет и Ветхий, что как будто бы там что-то было упущено. Еще раз хочу напомнить. Приходят старейшины первый раз. Валаам говорит: как Господь скажет, так я и сделаю. Господь говорит, что отказывай этим людям. Он им отказывает. Они приходят снова. Он говорит: так я же уже сказал, что вы ко мне опять пришли? Ну, впрочем, переночуйте, утром я скажу. Господь снова приходит ночью, но говорит уже другие слова. Иди с этими людьми, но будешь говорить то, что я тебе скажу. Окей, он утром идет с ними. Тут является ангел Господень, который говорит: зачем ты нарушаешь слово мое, зачем ты идешь с ними? Он говорит: прости, я не знал. Не гневайся, мол, на меня, я не знал, что я тем самым нарушаю волю твою. Он говорит: хорошо, ничего страшного, иди, но будешь говорить то, что я тебе скажу. Есть ощущение, что пропущены какая-то информация, какие-то стихи, как будто бы что-то
в Ветхом Завете как будто бы апостол Петр знал что-то о Валааме, чего мы не прочитали с вами. Ибо он говорит не о том, как он потом поступал, мы сейчас к этому дойдем, а он говорит именно до момента, когда его ослица спасла, который возлюбил воздаяние за злые дела, но был облечен за свое преступное деяние, уже бессловесное вьючное животное, заговорив человеческим голосом, помешало безумству пророка, хотя он шел исполнять его волю. Ну окей, читаем следующее. Читаем мы пророка апостола Иуда, 11 стих. «Горе им, потому что пошли...» давайте с 10. «Однако эти люди оскорбительно говорят обо всем, чего на самом деле не знают, а все, что по природе, как неразумные животные, понимают, в том развращают себя. Горе им, потому что пошли путем Каина, и ради вознаграждения пустились в заблуждение Валаама, и погибли в бунтарской речи Корея». И тут тоже говорится о том, что за некое вознаграждение. Хотя, читая Ветхий Завет, там не сказано, взял он те деньги или он их не взял, в том контексте, что мы сейчас прочитали. Да, ему предлагалось, но он в любом случае руководствовался волей Господа. Он, как ему Господь сказал, так он и сделал в одном и во втором случае, и в третьем, когда явился ангел Господень. И еще один стих, где тут закладочка, где она выпала. Да, она выпала, и ладно. Суть, в общем, все сводится к тому, что как будто бы мы чего-то не знаем о Валааме, что как если бы он от себя действовал, как будто бы, еще раз говорю, что в первый раз он отказался, ссылаясь на мнение Господа и его слова, а во второй раз пришли к нему, и он согласился, потому что пообещали больше сокровища. Но так не сказано, сказано, что он все равно к нему обратился, и ему именно Господь сказал идти. И потом, что мы наблюдаем? Потом он идет, встречается он с этим царем Моавитским, и он его сразу предупреждает. Он говорит, прокляни, мол. Тот говорит, сделай мне 7 жертвенников на такой-то высоте, чтобы я видел, что мог жертвы вознести. Опять же, не Ваалу, а Господу. И я тогда не то, чтобы прокляну их, а я скажу то, что скажет мне Господь. То есть, какие он слова в мои уста вложит, такие я скажу. А Валаам так говорит сразу Вараку напрямую. Или как его там зовут, я уже не помню, царя этого Моавитского. Валак. Не Варак, а Валак. И так случается один раз, так случается второй, и так случается третий. Я не буду сюда зачитывать, когда вместо проклятия он озвучивает благословение. После каждого раза Валак в шоке, он рвет на себе волосы, говорит, ты вообще сбрендил, и ты как бы согласился, и делает совершенно другое. Он говорит, я же предупреждал, что как мне Господь скажет, так, в общем-то, я и буду говорить и поступать, я буду благословлять. И вот единственное теперь, на что стоило обратить внимание, это на после последнего раза, и последний раз, да, то же самое было, что Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. Он посмотрел народ и сразу, то есть просто 2 предыдущих раза, когда он делал все сожжения, жертвоприношения, он потом отходил на гору повыше, потому что они делали это вместе с царем, и он от него отходил отдельно, говорил, я пойду теперь спрошу, что мне Господь скажет. То есть он делал все сожжения, и Валак это понимал, царь Моавитский имеется в виду, да, и Валаам так и говорил, что если он не скажет, что он мне скажет, то я буду ретранслировать. Он шел, и в его уста Господь вкладывал слова благословения, он возвращался и благословлял. И на 3-й раз он уже действовал самостоятельно. Видя, что 2 предыдущих раза Господь благословлял народ Израиля, на 3-й раз он уже не пошел, как прежде, для волхвования, а сразу обратился и стал благословлять. И вот в конце он говорит Валаку, «И сказал Валаам Валаку, не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему,
пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времена». И там он еще и предрекает пришествие Мессии, Иисуса Христа. И дальше они разошлись, пошел каждый своей дорогою. И израильтяне, как это часто бывает, они, в общем-то, согрешили, начав сношаться с дочерьми моавитскими. То есть многие авторы и теологи усматривают в том, что, мол, не получилось сатане, так сказать, повлиять на израильтян вот таким прямым путем через пророка Валаама, так он пошел обходным, вот хитростью, прелюбодейством, чтобы они слились с моавитским народом вместо того, чтобы держаться от них особняком. Но во всем этом не было ничего такого, что Валаам выглядел бы так, как о нем писали в Новом Завете. Еще раз скажу, как будто бы что-то такое они знали, чего не читаем сами мы, что-то другое. Мало того, на что стоит обратить внимание, я там себе пару заметочек сделал. Пример с Ионой, помните, Иона, который отказался в какой-то момент по слову Господа пророчествовать жителям Ниневии, потому что это было бы обличительное пророчество, и он боялся за свою жизнь, и он убежал. И потом, проведя 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы, помните, в конце концов он все-таки пошел исполнять слово Господа, пророчество им, и жители Ниневии обратились. Несмотря на то, что они были язычниками, они покаялись и обратились. Пример. Просто вопрос, почему Валаам? У многих возникает вопрос, а почему Валаам? Почему вот Господь действовал через Валаама? Хотя он не был параллельно, еще раз говорю, был параллельно Моисей. Это современники. Пророк Господа, который выводит напрямую израильтян из египетского рабства. И тут же, с другой стороны, есть Валак, тоже пророк, помните, который может как проклясть, так и благословить. Мало того, это еще и пророк, несмотря на то, что он язычник, но он обращается к Господу, к Создателю, не к каким-то там богам, и жертвы ему приносит. Занимается волхвованием, занимается гаданием, прорицанием, чем он там еще не занимался, но все это волю он выспрашивает у Господа и на него полагается. Но выглядит как негативный персонаж, как язычник. И следующий пример, и сейчас потом их объединю. Авраам и Сара. Помните? Авраам, сколько ему там было, с чем-то лет, 110, и Сара, 100-летняя, у которых рождается сын Исаак. Неужели в Израиле не было людей, которые могли бы оставить потомство? Или неужели Авраам был настолько сильно праведным, чтобы это очень сильно отличалось от остальных евреев, что именно он был выбран для того, чтобы от него произвести Исаака, потом Иакова и вплоть дойти до Иосифа, который стал приемным отцом Иисуса Христа. То есть вывести потом колено, Давид, Соломон, все эти славные личности, через которых потом должен появиться Иисус Христос. Неужели это была именно та семья, именно тот муж и жена, наиболее удачный вариант, из которых нужно было это сделать? Вспоминайте еще вариант с косноязычным Моисеем, который сам себя называл косноязычным, он не хотел выполнять волю Господа, и тоже был далеко не самый, может быть, благоприятный персонаж для того, чтобы, в общем-то, быть избранным на такую значимую роль, вывести евреев из рабства, явить силу Господа в виде 10 кар, получить каменные скрижали, много еще чего славного он делал, о чем остался известной личностью в Пятикнижии Моисея, в целом в истории и в Библии в частности. Вспоминайте волхвов. Кто такие волхвы, да? Язычники. Волхвов, которые гадатели, волхвы, предсказатели, прорицатели, которые пришли, астрологи, может, они были, ориентируясь на алхимики, ориентируясь на звезду Вифлеемскую, пришли они, дабы принести дары Иисусу Христу. Просто к чему я все это говорю? Вот оттуда и Валаам, потому что, да, это, может быть, сейчас прозвучит так высокопарно, как это я говорил сегодня, неисповедимы пути Господни, но вот такие вот примеры, они дают понять, что вспоминайте царя Соломона,
когда не в пример Давиду и не в пример царям, которые были после него, когда он выглядел очень демократичным, когда в его храм мог прийти любой чужеземец, помолиться и обратиться напрямую к Господу. Когда, в общем-то, были стерты границы между тем, что это вот наш Бог, а то ваш Бог. Нет. Было понимание того, что есть Создатель, который над всем. И даже если есть какой-то там Ваал, или Астарта, или иные божества, то все они, получается, подчинены единому Богу-Создателю. И все, что не происходит, как хорошее, так и плохое, оно происходит под руководством Господа. Отсюда же эти многочисленные примеры, когда Навуходоносору было позволено завоевать Иерусалим и уничтожить, когда Кир действовал так, чтобы дать потом возможность восстановиться этому самому храму. То есть через людей, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к истинной вере, к евреям и так далее, а через них действовал. А потому что как бы Создатель не разделяет, да, одних от вторых. И хотя постоянно сквозит тема по поводу богоизбранного народа, и сам Господь их так и называет, но вспомните, в каком-то из уроков, я уже не помню, в какой мы лекции разбирали относительно того, что чем они были особенные кем-то? Нет. Просто был сделан в какой-то момент договор между этими людьми и между Господом. И задача их и состояла в том, чтобы, вот как в 12 коленах было одно колено левитов, которое должны были следить за верой, за поклонением, за жертвоприношениями, за храмом, за всем тем, что связано с верой и ее распространением и поддержанием на должном уровне среди евреев. Вот так и эта часть населения всей планеты должна была распространить истинное поклонение по всей Земле. Они должны были стать одними из 12 колен всего населения планеты. Да, вот и все, только и всего-то. Только эти люди. То есть он в равной степени мог такой же договор заключить с моавитянами, с аммонитянами или с каким-то другим народом. И история бы знала тогда иной вариант. Вспоминайте по поводу того, когда, например, было уничтожено население Земли и потом восстановлено после потопа. Почему именно та семья была выбрана? Да? То есть вот подобные вещи, просто потому, что именно та семья была выбрана как наиболее перспективная для того, чтобы можно было восстановить не просто популяцию Земли, а еще и люди оставались на определенном уровне сознания и понимания. Потому и Валаам, потому что как раз он и был язычником для тех, кто писал эти писания и мог здесь привнести какое-то свое мнение. Но для Создателя, для Господа он был человеком, который также ходил под ним и исполнял его волю. И если он и приступал в чем-то, его закон, ведясь на человеческие слабости, то ничуть не больше, чем Моисей, чем Аарон, который сделал золотого тельца, и царь Давид, или Соломон, или любая другая историческая личность. Но при этом мы видим, что он напрямую с ним общался, обладал достаточно обширными знаниями. Именно потому, что, еще раз говорю, потому что Сара и Авраам, потому что волхвы, которые пришли, потому что ниневитяне, которые покаялись, потому что в пример того, что не только, еще раз напоминание, не вы богоизбранный народ, мы просто сами заключили договор. Я вас избрал не потому, что вы особенные. Я могу вас сделать особенными в будущем. Но вы должны, это помните еще, аркан башни, да, вот еще раз, напоминание. Выстроить ту самую башню, то есть возгордиться настолько, что мы какие-то особенные, и нам Господь вообще не нужен, и мы не будем ждать от Него спасения, мы сами себя можем защитить, мы сами себе построим Вавилонскую башню. Нам потопы теперь не страшны. Непройденные уроки, они опускали очень быстро богоизбранный народ до уровня того, что они должны были вспомнить, что не они особенные, просто договор надо соблюдать. Вот потому Валаам в том числе. Ну и такая заметочка для себя тоже сделал, что вообще по многим действиям и взаимодействиям Создателя и людей можно сделать вывод, что важен не результат, а важен путь. Но не путь, естественно, Создателя, а путь человека, который человек может пройти. И вот когда ты это все в Библии читаешь,
Конечно, сейчас я не могу вспомнить какие-то напрямую стихи или фразы в подтверждение своих слов, но в целом присутствует такое ощущение, что вот когда есть даже в обращении между Господом и его народом, как это все выглядит, не так был важен результат, чтобы их привести в землю обетованную, или их в итоге там сделать богоизбранным народом, как важно было воспитать их, да, потому и не сразу, а через 40 лет, потому там и снова были какие-то наказания. Это как воспитание маленького ребенка, как ребенок, который постоянно какой-то строптивый, с каким-то характером, не поддающимся ни на какое влияние, его нужно наказывать, порой может быть жестко. Вот так это и выглядит в виде воспитания. Да, это звучит, может быть, так, воспитание в виде убийства тысяч, десятки тысяч. Здесь и сейчас, в разрезе каждой человеческой жизни, да. Если смотреть это все в разрезе длинной истории народа целого или человечества, то нет. Если смотреть это в разрезе даже формирования одной души, одного вот этого внутреннего человека, не его тела, то тогда получается, что тоже тело такого большого значения не имеет. Оно имеет значение как инструмент, но оно не имеет значения как личность. Убивая его, получается, что как бы ты его наказываешь, но не лишаешь его возможности жить снова. Это такая уже больше философская тема, которая может натолкнуться, хотя, впрочем, как и все остальное, на волну сопротивления и обсуждения, дискуссий. Так, предлагаю тогда переместиться в искусство. Бартоломей Брейнберг, 1634 год. И вот такая вот у нас широкоформатная картина. Давайте мы ее сделаем в максимальном разрешении. Посмотрим на саму сцену, где мы видим ангела, который поднял меч вверх, и видим Валаама, который ангела еще не видит, но лупит ослицу. А ослица как раз, вот смотрите, косится на ангела и понимает, что не пойду, нет, там опасность. Такая вот картина, образ. 11 столетие, то есть это тысяча какие-то года. Значит, это фреска, судя по всему, которая находится где? Находится она в Софии Киевской. Вот так она выглядит вблизи. Фрагменты утеряны, и поэтому утверждать, что это прям Валаам, точнее, видать, есть какие-то надписи, что-то присутствует. Можно поверить, что это Валаам, который упал на колени перед ангелом, но здесь ангел изображен без меча, и хотя рука сделана так, что как будто бы держала меч, но меча самого по себе не видно. 1554 год. Мартин ван Хемскерк. Вот такая вот красивая гравюра. Здесь ослица прижала, то есть видно, она приезжает где-то между стенами, прижала она Валаама, и он начинает ее нещадно лупить. Ангел обнажил меч, готовый заступиться за ослицу. Но в какой-то момент она заговорила человеческим голосом, что нисколько, кстати, не смутило Валаама. Он поддержал с ней беседу, и потом открыл Господь его глаза, и он и сам увидел ангела. И далее, мы знаем, состоялся диалог. 1859 год. Джон Линнелл. Здесь ангел выглядит таким полупрозрачным существом, который прямо преградил путь Валааму, стал перед ослицей, ослица уперлась и ни в какую ехать не хочет. И видно, что здесь некуда свернуть ни вправо, ни влево, там везде камни, не проехать. 1615 год. Джованни Андреа Дондуччо, если я правильно прочел. Ой, какая картина, в каком большом качестве она здесь выложена. Можно рассмотреть отдельные мазки. Это так, для тех, кто прям хочет исследовать полотно. Здесь меч такой вот искривленный.
в специфической технике и манере, в такой темной, только выхваченные фигуры в виде очертаний. Можно понять, кто это едет. Ну, в общем-то, все то же самое. И все, вот это и все. Видите, мало сегодня искусства, но лекция получилась длинная. Было много о чем поговорить. Вот. Надеюсь, что вам понравилось, и вы для себя подчеркнули что-то полезное. Хочу напомнить, разбирали мы с вами туз мечей и посмотрели, что это у нас, как и прочие мечи, все-таки нечто такое холодное, требующее анализа, отстранения от эмоций, какой-то внутренней проработки, решения внутренних конфликтов в первую очередь, для того, чтобы внешне так сильно не проявлялись. Ну и посмотрели, насколько это соответствует с первым домом и с его 4 уровнями прокачки. В принципе, есть за что ухватиться и связать их вместе. Вот. Потому все. Желаю вам всего хорошего и до встречи. До свидания.